Вот. Где? Давай. Ха, никого в эфире, представляешь? Ну да. Но тут надо будет немножко подождать. Нужно будет немножко подождать. Поделиться, копировать и в ту. Во-первых, в телегу. Во-вторых, тут Нет, из студии это не делается. делается. Переглянуть на YouTube. Стрим тут. Есть. О, пошли люди. О, смотри, есть. Ну, видишь, тут в основном все пишут на английском. Ну вот, ура. Многие пишут на английском, потому что здесь у нас канал ориентирован под англоязычную аудиторию, и все видео здесь выходят на английском языке. Ну, по крайней мере, они здесь выходят с английскими субтитрами. Ну, Да, немного. Ну, давай немножко подождем, все-таки давай, потому что люди сейчас соберутся, давай уже выключать эти самые, ставить какой-то не беспокоить. да. Да. Да сейчас же тут все. Критик, напиши что-нибудь, я тебя сделаю модератором. Потому что надо модератора добавить. Это англоязычный канал, ребята. Ну, на этом канале мы публикуем короткие видео. О, вижу, критик. Пишет. Да. Рашисты продолжают нам помогать раскручивать наши ресурсы. В данном случае они закидали жалобами наш основной канал в очередной раз. Ну и там совсем непонятная история, за что именно конкретно, но мы попали в бан. И пришлось перейти на этот канал для того, чтобы сделать стрим, который мы анонсировали еще вчера с вечера. То есть мы не смогли его на этом канале запустить. Вот. Поэтому сейчас сюда придут люди, сейчас здесь добавятся подписки. Вот. И поскольку здесь не будет, конечно, такого количества людей, которые будут смотреть, мы сможем ответить зато на большее количество комментариев. Значит, ну что, давай, наверное, приступать. Да подожди, давай еще подождем 5 минут. Что ждем? Кто присоединился? Основной канал страйканули. YouTube дал возможность сделать анонс стрима, но по итогу запустить стрим он не дал. Поэтому наш косяк, наверное, ну не наш косяк, потому что мы не хотели получать этот страйк. 1,5 месяца не выходили в стримы. Хотим поотвечать на вопросы, поговорить с вами, показать наш косяк. Не, наш косяк в том, что мы создали стрим и не знали, что мы его не запустим. Ну, наверное, в этом косяк. Наш косяк в том, что мы не можем видеть будущее. Ну, Владимир, это такая у вас... Да, ну, как бы тем не менее. Смотрите, тема стрима. После того, как мы выложили ролик 142 орка, обмен таки состоялся, произошел обмен, поменяли людей, это хорошо. Но после того, как произошел обмен, мы поговорили еще с очень многими людьми. Вот прямо там, в этом дворике, где мы и были. К нам подбежали люди в формате того, что а можно позвонить, отдайте сигарету, давайте пообщаемся. Это незапланированная была съемка. Мы сейчас хотим включить эту запись, но при этом есть еще несколько комментариев.
дядя Вова. Ну, все, кто смотрели видео вот это с обмена, да, перед обменом, вот это видео, там, где их было 144 человека, все видели этот эпизод, когда они к нам в конце подошли, и я же там еще написал «Дали буде». Ну, вот это вот, собственно, продолжение. Здесь будет несколько видео с этого общения. Оно было очень сумбурным, мы его не планировали, но, тем не менее, несколько интересных эпизодов есть. А начать мы хотим с эпизода, который обычно бывает перед... Подожди, еще не начинай. Еще нам очень много людей писало, хотело пообщаться в эфире. Мы наберем, там есть Павел, который пишет постоянно, хочет пообщаться. Вопросов нет. Я сейчас здесь прикреплю почту, куда вы пишете свое имя, номер телефона в международном формате, то есть +7 там, или в международном формате, где вы пишете город и пишете, о чем вы хотите поговорить. То есть люди, которые присылают сообщения в WhatsApp, Viber, даже не смотрим. Люди, которые присылают какие-то там типа 8 непонятные цифры, позвоните, не смотрим. Параллельно в общении отберем там 5 номеров, куда позвоним, туда позвоним. Сейчас закреплю сообщение. Закреплю. Да, давай, я пока. Так, еще раз кратко. Если вы сейчас этот стрим смотрите на основном канале, то это уже не стрим, а это мы его просто выкачали со второго канала и залили на первый. Да? Потому что на первом нам стрим не удалось запустить, потому что на канал пришли жалобы, пришел страйк. Нам пришлось экстренно переподключаться на втором канале, выходить в стрим, потому что обещали. Ссылку на этот стрим на основном канале в чате мы дали. Сейчас мы показываем несколько эпизодов интересных, которые были, которые не были ранее опубликованы. Это в частности, вот, например, мы были, например, там в одном из СИЗО, да? И в одном из СИЗО мы видим, что мы не успеваем со всеми поговорить. В таком случае мы делали что-то вроде покамерного обхода. Выглядит это вот следующим образом. Да. Как зовут вас? Рыбка Алексей Александрович. Да не надо руки за спиной держать. Нормально, скажите, откуда вы? Луганская область, Свердловский район. Угу. Ну, родным что хочу передать. Жив, здоров, все нормально, нахожусь в плену. Все. Чтоб не переживали. Это можно, да, публиковать в интернет, вы понимаете, да? Ну, я просто спрашиваю вашего разрешения. Потому что мне, например, все равно. Хотели воевать? Нет, воевать не хотел. Хочется домой в семью. Я понял. А что, вас принудительно мобилизировали как-то или как-то было? Ну, забирали с улиц, да. Забирали с улицы. Вас на улице поймали, что ли? Ну, как поймали, на работу ехали, забрали, военные подошли, забрали в военкомат, все, отвезли. Понял. Все. Понял. Живы, здоровы, бьют? Нет, все хорошо. Все хорошо, понял. Вас как зовут? Меня зовут Поздняков Игорь Михайлович. То же самое, жив-здоров, нахожусь в плену. На данный момент в тюрьме. Воевать не хотел. Заставили. Заставили или вы сами хотели? Поймали на улице. Пришлось уйти. Своим что-то передать. До вас просто не дозвониться. Я бы дал вам позвонить, но до вас туда не дозвониться. Передают матери привет, что жив-здоров. Нахожусь здесь, на данный момент. Жду обмена, наверное, если он будет. Пусть идут, делают все, что могут по обмену, правильно? Ну да, только, не знаю, да, пытайтесь сделать все, чтобы нас отсюда быстрее обменяли, забрали, пожалуйста. В Россию пусть обращаются. Она в России живет. Она в России живет? Она в России живет. А вы, а откуда сами? Целая А с какого города? Луганск. Луганская область. А что мама в России? Ну, потому что она русская. А, я понял. Она уехала. А какая воинская часть у вас? Или что-то там, не знаю, формирование подразделений, вам не говорили? Шестой полк. Шестой казачий полк. Угу. Так, это тоже, я могу это публиковать или нет? Нет, не надо это. Это не надо, вас можно, или вас тоже не надо? Что я еще раз, мне все равно. Потому что моя мать интернет не смотрит, так не знаю. Да они мне пишут, вон, вся личка завалена, я не знаю, кто кого, какие фамилии, но все спрашивают, хотят вас увидеть, а вы не хотите, чтобы они вас увидели, как-то странно. Ну, У публикуй. меня, сожительница, девушка, в интернете смотрит все. Я не знаю, публикуйте.
Публикуйте. И вы говорите, публикуйте. Публикуйте. Все, я понял, хорошо. И сестрой. Подождите. Теперь говорите. Гуржиев Григорий Анатольевич. Луганская область, Краснолужский район, поселок Запорожье. Хочу передать матери привет, сестре, друзьям. Жив, здоров. Чего им желаю. Относятся хорошо, все нормально. Вы хотели воевать? Нет, Вы контрактник? нет. Мобилизирован? Мобилизирован. Как вас мобилизировали? Ну, вызвали из дома. Вызвали из дома, Повестка, да. повезли. Короче, вы не сильно, ну, и вы... Не сильно рвался. Я понял. Вас как зовут? Гусков Илья Александрович. А откуда вы? Луганская область, Перевальский район, Артемовск. Ну, то же самое. Передавайте что-то своим, чтобы они увидели вас. Чтобы вы жили здоров. Все, передаю привет, жив, здоров. Чего вам желаю. Все нормально. У вас, Всё да, нормально. руки, ноги на месте. Да, не всё. обязательно их за спиной, кстати, держать. Я же не... Это уже привычка. Привычка просто, да, уже? Понял. Тоже вы мобилизированы или контрактник? Не, я контракт. Контрактник. То есть вы идейные именно шли защищать? Нет, у нас работы нет, вы шли как работать. Сказали, что не будет войны. Сказали, не будете воевать, просто Ну там... да, будете ходить по караулам и все. Ага. А там уже, ну я 2,5 месяца отслужил пока. И попал. И все. Я понял. А скажите, мужики, что у вас лучше стало в ваших регионах после того, как пришла Россия? Ну, лучше ничего не Да стало. лучше ничего не стало. Не, ну серьезно, я же это Так что? лучше Даже не работы стало. как не было, так и нет. И при Украине не было работы? Была. До 2014 года не было? Была. Ну, а что же вы говорите, как не было? Нет, даже при России. Ну, я понял. А зачем это надо было тогда все? Без понятия. Война надо? Не нужно вообще никому. Это можно? Я могу это публиковать для того, Да, чтобы я ваши говорю, люди- она не нужна никому. Отношения нормальные. Вас тоже можно публиковать, правильно, да? Все? Еще что хотите от себя передать? Ну все, жив, здоров. Понял. Так, ну, значит, это эпизод, да, где мы вот находимся в каком-то месте заключения наших вот этих вот военнопленных, российских военнопленных, которые у нас, и не успеваем со всеми поговорить, видим, что вот так вот не укладываемся по времени, для того, чтобы показать их родственникам, да, для того, чтобы этих людей увидели и запросили у нас на обмен, и, соответственно, чтобы мы могли своих вместо них забрать на обмен, я решил пройтись просто вот так вот по камерам, и, заходя в каждую камеру, представлялся и просил ответить на пару вопросов. Что важно заметить, что из этих людей, из всех, вот эти люди, которых показывали, скорее всего, их уже обменяли. Мы не проводили анализ, кого поменяли, кого не поменяли, ну, скорее всего, я думаю, что их уже поменяли, этих людей. Из всех камер, которые я обошел, из 8 камер, которые я обошел, только в 2 мне дали добро на то, чтобы я публиковал. То есть еще 6 камер, по 2 там человека в каждой камере, я их записал, но я их не публиковал, потому что они сказали, публиковать меня не нужно. Понимаете? И эти все люди у нас в отказах есть, в отдельной папочке, которые отказались. То есть это еще раз говорит о том, что интервью эти всегда у нас абсолютно добровольные, и все публикации у нас всегда абсолютно добровольные. Следующий эпизод, это топ комментариев был в видео про обмен, где все неправильно, ну не все, а многие, очень многие неправильно поняли то конкретно, что я сказал. Что я сказал, да. Закрепил сообщение с электронной почтой, куда нужно написать, если вы хотите, чтобы мы вам позвонили, номер телефона, свое имя, город, из которого вы, собственно говоря, пишете. И кратко, что вы хотите рассказать. Пишите, мы выберем 5-10 там человек, сколько будет времени, не знаю. Да, мы не выбираем, правильно, это Надя, да? Надя, админ, выберет, и она скинет самое интересное. Скинет нам пару номеров, мы ничего сами лично Надя, не там выбираем. в чате пишут казахи интересно, еще там тоже интересно. Обязательно писать в международном формате номер. Да. Еще раз вернемся к тому эпизоду, который все поняли, ну многие поняли неправильно, и из-за этого появилось много комментариев, которые вводили в заблуждение людей. Послушаем. Кто с нами не говорил? Поднимите руку.
Кто с нами не говорил? Поднимите руку. Да. Не узнаю. Вы ДНР в основном все? ДНР и ЛНР, правильно? Как я угадал? А тут? Тоже ДНР? Кто из россиян с нами не говорил? Вы Россия, вы Россия, вы Россия, вы Россия. Все, понял. Вот в этом строю, в котором находилось даже не 144 человека, а гораздо больше, там где-то человек 160, я попросил поднять руку у тех, кто с нами не говорил. Подняли руку в основном ЛДНРовцы. Абсолютно не секрет, что с ЛДНРовцами мы делаем интервью в последнюю очередь. Потому что мы больше ставим перед собой задачу охватить большую географию России, для того, чтобы это, соответственно, до них дошло, для того, чтобы они, соответственно, это как-то смотрели и делились между собой, да, этими мнениями. Фактически все жители Ордло, у которых есть мозги, уже все давным-давно поняли. Но смысл не в этом. Смысл в том, что из всего этого строя оказалось человек 15 именно ордловцев, с которыми мы не говорили. А в целом ордловцев в этом строю было человек 20-25. Всего лишь 20-25. Но много из них было тех, с кем мы не говорили. А россиян поднял руку из тех, которых мы не говорили, всего 4 человека. Я не знаю, почему мы упустили, как мы с ними разминулись. Двое было отказников из этих четверых. Да, из этих четверых два летчика ранее, было, они отказались. Да, ранее отказывались. Вот и все. То есть в этом строю люди это поняли так, зрители это поняли так, что в этом строю были в основном ордловцы или жители так называемых ЛДНР. Нет, их там было всего 20-25 человек. Из них 10-15 подняли руку, те, с кем мы не делали интервью. А все остальные это россияне, и их там было более 120 человек. То есть коэффициент людей, которых Россия запрашивает на обмен, а именно, боже, сейчас, подожди, я не это самое, пока этого не сделаю, я не могу просто дальше продолжать говорить, потому что люди продолжают писать в Telegram, а здесь продолжают срабатывать сообщения. Более 120 человек там было россиян, и они, в общем, да, извините, сбился. Коэффициент россиян на коэффициент жителей Ордло, которых запрашивают на обмен, это 90 к 10. То есть 90 россиян, всего лишь 10 ордловцев. Хотя с учетом всех проведенных обменов, с учетом того, что в основном меняют именно россиян, отправляют на обмен, сейчас уже, я думаю, где-то 50-50, наверное. Да, где-то выровнялось. Да, где-то уже 50-50. То есть в плену у нас находится где-то 50% ордловцев вот этих и 50% россиян. Но ордловцы для России продолжают оставаться вторым сортом. Их запрашивают на обмен как второй сорт. То есть 10%. 90% россиян, 10% тех. Еще раз говорю всем жителям Ордло. Можете считать мне, что я враг ваш. Там, не знаю, все что угодно можете считать сами для себя. Но если вы хотите добиться обмена ваших людей, если вы хотите, чтобы они вернулись домой, вам нужно обрывать все телефонные линии. И желательно, чтобы это были российские телефонные линии, а не ваши местные. Потому что ваши местные, вот эти чепушилины, извините, если вы сами не понимаете, что это просто обезьянки, да, которые там, которых дергают за ниточки, то тогда мне с вами уже говорить о чем-либо абсолютно бесполезно. Далее начинаются те самые разговоры. То есть мы записали вот это видео перед обменом, да, поговорили, зачитали список, и дальше несколько человек захотели с нами поговорить сами, вызвались, как это было видно на том видео, сами вышли из строя, мы хотим поговорить. И вот сейчас будет несколько таких видео, я даже не знаю, будем мы останавливать, что-то комментировать или не будем. Извиняемся за качество, потому что мы не рассчитывали, что это будет вот так вот на ходу записываться. Звук может, там ветер быть. Да, кстати, да. Из-за того, что там очень много накладок со звуком, там у нас и телефоны падали по ходу записи, и микрофоны садились. То есть я выбрал то из этого, что в принципе можно опубликовать. Я говорю, очень сумбурная запись, но тем не менее пару интересных эпизодов там есть. Есть. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Земель Александр Олегович.
Число месяца. 22.07.89 год рождения. И откуда вы? Россия, Краснодарский край, город Крымск. Город Крымск. Мы стояли, вы со строя вызвались поговорить. Почему? Вы задали такой вопрос, при котором прозвучал такой момент, как после сдачи, так скажем, солдат Российской Федерации на свои же стреляют по своим же позициям, Да. дабы, Да. дабы убить ваших, Да. так скажем. Да, и своих, и наших. Вот я присутствовал с точностью да наоборот ситуации, где Так. ваша артиллерия с точностью до 10 метров обстреливала градами, кассетниками И кто по позициям И кто своим. погиб? Ваши все остались целы, погибнуть, к счастью, никого не погибло, но 3 300-х с моего подразделения было. С вашего С подразделения. моего подразделения. Пули своих не берут или как? Без понятия. Я просто не знаю. Дело Я случая, верю вам дело на... случая. Да, я верю вам на слово, что возможно. А что до этого? Подлетел беспилотник, увидел куда и навел? Нет, скорее всего, там, получается, в посадках бои шли вокруг поля. Там, скорее всего, позиции находились еще в 200 метрах от нас. То есть мы вели обстрел и оттуда. До туда мы, соответственно, не ушли, не дошли. Я приводил пример, когда именно взяли в плен, то есть Специально. командир их бросил. Ну, то есть это люди рассказывали, и это у меня отображено. И я их словам верю так же, как и вашим, ровно настолько же. Ну, да? дай бог, то я есть, точно вот, так то же есть вот правдиво зрителю, да, вот зрителю оставляем эту историю. Командир забрал рацию, сказал: работайте, братья, и убежал. Я услышал. После этого их берут в плен, и троих всего, понял? Боев уже как таких не идет. Их берут в плен, они уходят. После этого прилетает этот Орлан или какой-то другой ваш беспилотник, смотрит и конкретно в эту точку начинает отрабатывать. Не исключаю. Я не знаю всех правил войны. Как, ведения войны. как было в той ситуации? Знали ли наши, которые по-вашему Я отрабатывали, понял, о чем. что там наши? Там ваши позиции были, поэтому они однозначно знали. Ну так вы же туда зашли уже на эти позиции. Мы вот буквально только взяли в течение 15 минут. Я так понял, что на других позициях уже засекли. Ну, то есть, Я же правила говорю, ведения да. войны, я говорю, какие. А расскажите, Ни больше, сколько ни раз меньше. вы стреляли, вот в кого стреляли, сколько Так людей скажу, по убили? зеленке с первого дня находясь, то есть в самих боевых действиях я находился около 2 недель. В зеленке я не видел противника, но артиллерия кроет очень хорошо и пули летят, да, дай боже, потому что ваши, соответственно, в засаде сидят, так скажем. А В где это засаде. происходило? Где это? Район Камышевахи. Район Камышевахи. Конкретно вы, не вы с могу какой сказать. стороны стояли? Сторона Александра Поля. Александра Поля. А наши с какой стороны стояли? Ваши, получается, со стороны Камышевахи. Со стороны Камышевахи. И там, получается, зеленка и происходит бой, Зеленка да? и перестрелка, все. Ваши окопаны все, мы просто, получается, позиции, ну, я так понимаю, Вы наступали. смещаем. Мы, получается, Вы, наступали, получается, да. наступали. Много смертей на ваших глазах было? На моих глазах, ну, прям на глазах нет, но с моего подразделения в это же время, да. То есть мы распределялись по, соответственно, Ну, вам удалось, расстоянии- вам удалось убить противника? сомневаюсь. То есть зеленки там не видно, куда ты стреляешь. То есть перестрел, я сомневаюсь, что они меня видели. Точно так же. А То что вы есть говорите, зеленка- артиллерия хорошо отрабатывает? Что А имеется в это виду? вот буквально при мне там F10, то есть у меня те же там 2 контузии на минималках железные есть. Так это наша по вам ударила Да, артиллерия? это однозначно, потому что наши стреляют. С одной стороны слышно всегда, Ага, и точно так же слышно с вашей стороны. я Прилеты понял. ваши точечно бьют, это однозначно. Понял, Наши, понял, если пытались по артиллерии, ваши конкретно по Понял. посадке, по нашим позициям били. Понял. 100%. понял. Так вот, ключевой вопрос. За что погибли люди? Вот это брать не буду без понятия абсолютно, слова совсем. Я не смотрю на гражданки ни телевидения, ни интернет. А вы думаете, вам по телевизору обязательно должны были бы об Ну, этом я сказать? уверен, что не говорят. Я Не-не-не, смотрел и здесь. по телеку телевизор. да. В России никто, я знаю, можете верить, не верить, вернетесь, посмотрите. Не, ну понятно. Там не говорят ни ради чего это, Да ни нет. конкретно цель. Они поют там песни, там нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Я могу показать, Ну, там, ну, да, там, это все, я думаю, вы сами все увидите. То есть пропаганда идет, что вот нужна какая-то победа, нужно кого-то уничтожить, кого-то от кого-то освободить, но конкретно никто не обозначает уже никого от кого Какой цели и конкретной где победа. Никто не знает. Да. Я не знаю лично, например, допустим. Нет, так а какие-то как вы сами определенные себе цели. это объясняете? Первично, как я себе шел и как я себе объяснял, это ЛНР, ДНР. Все.
То есть я не знал, что мы зайдем на территорию, например, Украины, допустим. Я не знал. Ну, так вы же в какой области находились? Я находился в ЛНР. А, вы находились в Да, ЛНР. да. Ну, просто люди Сумская область, Это Харьковская я область, уже Херсонская Я область. говорил за себя. Хорошо, а зачем вам защита ЛНР, ДНР? В чем смысл? Ну, её? я не политик. Я образно военно обязанный человек, который... И это однозначно так и есть. Я как говорю, как есть. Я Как понял. Я спрашиваю, Ну, как вы почему? понимаете Так цель? я это понимаю. Да. Именно вы, но я же с вами разговариваю. Я же, Да, если бы я суверенитет, хотел защита Скобееву, суверенитета, да. если бы я хотел Скобееву послушать, я бы ее включил бы. Но у меня такого желания нет особо. Так, а все, сел микрофон. Меня может быть не слышно, вас должно быть слышно. А уже нечего проверять. Я забыл, на что мы... да, ну и вы говорите, я там не политик, то все. Ну для себя же вы же как-то объясняете. Ну, я же говорю, объясняю, из того, что я знаю, из того материала, это образное общение с населением моим, так скажем, я не знаю. Общение с друзьями, не с друзьями. О том, что проведено, не знаю, референдум, не референдум. То есть сами жите. Ну, я говорю, как есть. Как у нас. Ну, это для вас бред. Взрослый человек. Достаточно, Сколько конечно. лет вам? 32, 33 будет. 32-33, а мне 40. Ну, по большому счету. Я хотел, чтобы ты поставил отдельный телефон и на него на пушку снимал. Вот что я хотел. Потому что здесь сейчас я ему уже подключил этот микрофон. А потом будет пушка. Ну ты просто ушел. Все. Ну это ж не серьезно. Ну, это ж не Конечно. серьезно. Но это так не, это не говорится. осознание того, куда я попал. Вот поэтому это и не серьезно. По факту я уже давал как бы не интервью, а не знаю, записывали там ваши сотрудники каких-то там Не, ну, спецслужб сотрудники образно. Я к тому, что пишут себе в архив. ну, я пишу могу вам для тоже, публики. я могу то же самое, в принципе, сказать. Не, так Суть заключается в том, что я пошел именно в ЛНР, ДНР. С какой конкретно целью, без понятия. Хорошо. В большей степени, хорошо. наверное, Вы сейчас из-за них. вернетесь в Россию, вы же еще раз пойдете? Нет, конечно. У меня 2 детей. Это я знаю, что здесь происходит. То есть я не знал, что артиллерии просто долбят все, что можно. С обеих сторон. Война. Да, я же про это говорю. У нас это спецоперация, в которой я, например, я ветеран боевых действий, чтобы вы понимали. То есть Где? я Где вы воевали? Дагестан, 8-й год. То есть образно, по сути, это автомат в автомат было. И было это с периодичностью, но если боевой выход был там раз в 2 недели, это максимум. То есть здесь это полномасштабная война. То есть тут бы я своим бы сказал 300 раз подумать, прежде чем переть. То есть знать хотя бы цель, с какой прешь. Командование не доносит конкретных каких-то задач выполнения. То есть у нас это слушать командира. Задачи доносятся только до них, я так понимаю. У нас как бы военно обязанный, все, пошел. Не знамо куда, не знамо зачем. Ну и все, я так вам Военно объясню. обязанный. Еще раз пошел бы, спрашиваю. Нет, конечно, я Так офицер ты же говорю, военно я же не обязан. пойду. В любом случае. Так Не, ты контракт военно подписываю. То есть у нас оно делается так, не политически, как оно официально делается. Официально. А если бы знал наперед? Конечно, не пошел бы смысл. Если, ну, Так чтоб ты ты же военно обязан. Не, ну смотри, чтобы ты понимал, я подписал, то есть была возможность подписать на 1 месяц. Я подписал на минималках, чтобы Ну, уже понять, ты что к подписал. чему. Конечно, нет. Ну вот, понимаешь в чем? Конечно, нет. Ну вот и все. Ну вот и все. Если бы уже, конечно, как он ЛНР, ДНР заставляют, там и друзей бы потянули, то, возможно, бы пошел. ЛНР, ДНР? Их заставляют. Тут нет за ЛНР, ДНР. Да? Как вы призвались? Ну, вот. Пойдите сюда, расскажите. Вот россиянин сидит. Расскажите ему. Как вы А я просили, знаю, он же чтобы мне вас рассказывал. защищать? Нет, так я же хочу для аудитории, чтобы тоже поняли. Ну присядьте, расскажите. Как вы россиян просили, чтобы вас защитили? Никакого не было там общественного, что пришла Россия и начали его защищать. Ну вы за или против того, чтобы Россия пришла? Я вообще против войны, что она Ну война базара нет, все против. 8 лет жили. Подожди, как это 8 лет жили? Как это вы 8 лет жили, если по телевизору в России рассказывают, что 8 лет бомбили Бомбас Украины? Ну там, говорят, на окраине. А, говорят. Ну я живу, Я Ну помню. видели, не видели. Ну, вас бомбили? нет, Вы просили кого-то прийти вас я защищать? нет, никого не просил. Да я понимаю. Ну, мы люди сидим, вот, разговариваем. Я так скажу, много мнений слышал, соответственно, без имен, без Хорошо, всякой моты. хорошо. Некоторые говорят, наоборот, по красоте. Хорошо, да, по красоте. За. Ну, вот я что-то вот не пересекался. Может, они в плену уже так Ну да, боятся. ну, скорее, Я- скорее, да, на камеру. А вас как мобилизировали? Да. На улице взяли. Подошли 2 человека. Тоже? Просто Сейчас расскажете. Это самое. в форме подошли. Все, дали мне там доделать мои дела, которые я делал. Все, посадили в машину.
отвезли, дали форму и все. Без ни моего согласия, без ничего, то есть там, ну, было отказаться как, ну, я не знаю. Что у вас с глазом? Выбило осколками. Вон вы спасли человека от глаза. Понятно. Сколько лет? 27 будет. 27 будет. Жена, дети есть? Нет. Жена, дети. Ничего нет еще. Молодой пацан. Нет, что я не видел. Но. Потери с вашей стороны, со своей стороны. Да, Также ну видел только офицер вот себя это мы на всё время гранате будем подрал. возвращаться к этой истории. Вы пришли, а не мы к вам. Вам рассказали, что вы тут должны защитить кого-то, и вы сюда пришли. Понимаете? Понимаю. Мы знаем, если нашего солдата спросить цель, он скажет, я свою землю защищаю. А я вас спрашиваю цель, вы говорите, я политикой не интересуюсь. Это же не серьезно. Ну это же, блядь, детство. По-хорошему получается, что именно так. Какие разговоры. По-хорошему, по-плохому. Ну все, спасибо вам. Передайте что-то россиянам, если можете. Сейчас, если будет пауза, то Украину, занёшь. вы там Да, контракты не хотел. Я уже включил микрофон. Ну что конкретно мне объяснить? Единственное, наверное, то, что отталкиваясь от своего опыта, наверное, скажу так. Шел, образно, как у нас это называется, спецоперация, по факту это полномасштабная война. То есть кто действительно хочет повоевать, смотрите сами. По факту не стоит. То есть 100 раз подумайте, прежде чем идти, не знамо зачем, не знамо куда, без цели, без ничего. Я не знаю, я не вижу смысла. Так, ну я считаю, что здесь просто необходимо хоть какую-то ремарку добавить, да, просто потому что это эпичная сцена, где россиянин фактически получил возможность поговорить во время нашей записи с жителями Ордло, которые также выявили желание с нами пообщаться. То есть это конкретно люди, которые вот на видео вот перед обменом, да, если вы его смотрели, вы видели, что вот эти вот люди, они вышли сами выявили желание с нами пообщаться, сразу же после разговора. И вот, собственно, тут россиянин, который также выявил желание, и он общается с жителями Ордло, один из которых лишился глаза. 27 лет чуваку. Да, сейчас мы с ним еще дальше будем тоже здесь с этим же парнем будем разговаривать. И задается логичный вопрос. Зачем вы спасли человека от глаза? Кто вас звал? В чем смысл? В чем смысл, еще раз, никто из них объяснить не может. Не может. Вообще никак. Абсолютно. Да? Могут только диванные комментаторы, россияне, которые приходят здесь, боты, в комментарии, они могут. А вот россиянин, с которым мы разговариваем, видите, открыто. Покажите мне такое общение или нечто хотя бы хоть приблизительно подобное на российских ресурсах. Там, где они сидят, рассказывают с угрюмым видом, что их здесь били. Да они у нас на интервью, эти россияне, веселее, чем тогда, когда они домой возвращаются и дают там интервью своим средствам массовой информации или своим спецслужбам, дают какие-то комментарии. И вот здесь вот такой вот вопрос напрашивается. Сейчас вот у россиян новая методичка о том, что украинцев меняют на украинцев. Да? Еще раз говорю, украинцев именно с Ордло в списке на обмен там 10-15%, не более. Да? Все остальные россияне. Это с одной стороны. А с другой стороны, а что делать? Не менять? Или как? Ну что, пусть сидят здесь? Пусть в Украине отбывают срок или как по-вашему? Ну, жители Донбасса, если вы считаете, что это методичка, когда говорят про украинцев, менять на украинцев, она каким-то образом вам на пользу, и что это не провокация, что это не манипуляция, и что это просто не вражеская диверсия относительно ваших родственников, то прокомментируйте, а что тогда с ними делать, если не менять? И еще, те люди, которые запускают вот такие вот манипуляции, пусть тогда объяснят, зачем тогда украинцев принудительно, делаю акцент на этом слове, принудительно мобилизируют для того, чтобы убивать других украинцев. Вам не кажется странным это? А? И не кажется ли вам формулировка украинцев меняют на украинцев немного неполной, без вот этой вот цитаты? А именно без того, что украинцев прежде, чем их поменяли на украинцев, принудительно мобилизировали, чтобы убивать других украинцев. А кто мобилизировал? Ну, наверное, если вы не понимаете, что мобилизировала их оккупационная российская власть, то с вами говорить уже о чем-либо вообще бесполезно. Потому вы задумываетесь над такими вещами. Дмитрий,
Я что-то... Там писали в комментах, да, будем звонить, будем отвечать на вопросы, поэтому дождитесь, еще немного будет роликов вот этих позакадровых, незапланированных съемок, а потом уже перейдем в формат стрима. Ну как немного, еще нормально будет. Мы и так в формате стрима, ну я говорю, мы просто все, что там отсняли по ходу, да, эпизодично, мы все это сейчас будем публиковать. Еще раз говорю, этот стрим идет на втором канале, на резервном канале, просто потому что на первый канал там прилетел страйк, жалоба, ну их там на самом деле сотни тысяч в месяц летит, да. Ну вот они там сработали, каким-то образом удалось прислать страйк на первый канал. С этим мы, конечно, разберемся, этот страйк снимут, безусловно, вот, но рашисты, да, они предпринимают максимум усилий для того, чтобы что-то сделать с нашими ресурсами, это хорошо, вот. Поговорим про это. Да, ну у них, как вы видите, плохо же получается, потому что уже здесь сейчас на втором канале, который сделан под английские субтитры, уже 4200 Кто человек. хочет смотреть укороченную версию роликов, можете подписаться на этот канал. То есть тут основное. Да, но если вы это смотрите на основном канале, то это не стрим, а мы уже просто выкачали, его туда перезалили. Возможно, мы именно так прямо сейчас и сделаем. Закончим стрим, потому что видео туда лить можно, а вот в стрим выходить нельзя. Ну, это такие тонкости. При этом прошу учитывать, что на этот канал не попадают все интервью и весь контент. Поэтому нужно быть подписанным на основной канал. Ну, это по сути резервный. По желанию на этот, да, потому что он по есть сути резервный канал. Поехали дальше. Вот те люди, которые хотели нам еще что-то сказать. Лишенный глаза. Не, это слева сейчас пару слов буквально. Тут неинтересно. Тут он сейчас просто, я даже этот эпизод не беру, он просто рассказывает стандартную историю принудительной мобилизации из ОРДЛО. Ее сейчас нам расскажут еще 3 человека, а перед ним нам рассказывало еще 100-500 человек, поэтому мы этого слушать полностью не будем. Ярослав Андреевич, 23-12-73 года. И откуда вы? Город Свердловск, Луганская область. И вы? Поздняков Руслан Юрьевич, город Стаханов, Луганская область. И все, больше. Зачем вы вызвались поговорить? Тут просто рассказать эту историю, она такая же, как у всех у вас. Ну, у всех ЛДНРовцев. Я ничего не в обиду, но я просто спрашиваю, может, вы что-то интересное хотели сообщить? Или какие-то мне вопросы задать? Ну, может, я как-то быстрее попаду. Так обратитесь к своим в таком случае и скажите, надо сюда ехать, не надо. Что вашим делать, чтобы вы быстрее попали на обмен? Лучше сюда не идти, находиться дома, жить мирно. Ваша история, кратко. 6 апреля 22 года вышел на улицу в магазин. Подошли двое в форме. Перевели меня через дорогу, посадили в маршрутку. Отвезли в часть распределения, выдали форму без моего соглашения, взяли меня незаконно мобилизировали. Отвезли потом в Первомайск, дали оружие. И как я попал в плен, это в атаку просто 15 человек, которые были ничему не обучены. Без никакой поддержки, ничего, отправили нас 15 в атаку. Точно при мне 11 человек мертвые лежали. Я один, который остался в живых. Вот. Как вам удалось остаться в живых? Это факт такой просто. Наверное, да. Осколками гранаты кидали, много гранат, было все, снайпера, пулеметчики. И вот и глаз только что выбило, я ранение в спину. Все, я сдался в плен. Я был единственный живой. Ну, я не спрашиваю, или вы хотели идти воевать. Не хотел. Это очевидный ответ, очевидный И вопрос. хочу, если это, конечно, видео увидят, чтобы, может быть, кто-то, чтобы помог. Но у меня есть просто и друзья в России, может быть, если позвонить дадите, чтобы, может, они каким-то образом постараются. И мама моя, чтобы узнала, мама не знает ничего, может быть, она не знает, куда идти. Звонить на какой номер? На российский. Как в сторонке хай позвонит. А что толку? Пока ты сейчас его запишешь, пока он наберет. Пока... Они представляют? Я понимаю этот весь разговор, как он будет. Тот поговорил? Да, все. Ну, то есть, а тот в синей футболке поговорил? Еще набирай номер и звони. Он звонит сейчас, да? Да. Братан, я в плену. Позвони маме.
моей. Я тебе номер запиши. Я звонил уже другу. Что она говорит? Ничего, но ты же не звонил другу. Ну, короче, можешь еще позвонить, пускай сходит на военную прокуратуру, там, ну, куда-то еще раз позвонить, чтобы она пошла. Меня в обмен короче, в списках обмена меня нет. И пускай она пробует ходить почаще. Да, там, всякие прокуратуры. Что? Хорошо, ну, конечно, ебать, ты как, ты что-то вообще, ебать. Что, безглазая? Да? Безглазая. Без глаза? Угу. А как так вдруг? Ну как война? Как? Зая. Так, что за? Там жена похоронила. Ты меня слышишь? Уже похоронила. Вас жена похоронила? Не, ну 2 слова еще надо сказать здесь, да? Вот. Ну, как вам вообще? Вот человек, да, 27 лет, жил себе дожил, никакого отношения к войне не имел. Его отправили в Украину воевать, он потерял глаз. Сейчас плачет, сидит, чтобы мама что-нибудь сделала, для того, чтобы его забрали туда-обратно. Что вы ответите на это? Украинцев меняют на украинцев. В закрепленном сообщении почта. А мы это все делаем, опять-таки, и нанесли на превьюшку, на картинку лица всех этих людей, чтобы их родственники могли увидеть, и чтобы они могли сделать все, чтобы вернуть их домой. Да, мы это делаем для того, чтобы наших вместо них вернуть домой. Но вам уже нужно как-то немножко жителям Ордло немножко начинать понимать, кто ваш друг, а кто просто вами манипулирует. Потому что мы сейчас по факту делаем то, что нужно и вам. Понимаете? И вам в первую очередь нужно эти видео репостить, и в первую очередь нужно этими видео друг с другом делиться. Потому что уже пора понимать немножко, кто ваш друг, кто ваш враг, а кто просто на вас наживается. Нажимаем сейчас кнопочку поделиться видео и кидаем в группки Viber, Telegram, WhatsAppчик в этого стрима. 4800 человек уже у нас на втором канале на данный момент в стриме, в эфире вместе с нами. Всем спасибо большое. Продолжаем дальше смотреть эпизоды нашего разговора. Еще раз говорю, это все было абсолютно спонтанно, да, записано. То есть там Дима с кем-то дает кому-то звонить, вы видите, да. Я в это время с кем-то из них сижу, разговариваю. То есть понятно, что этих видео могло бы быть в 2 раза больше, да, и по длительности это могло бы быть очень много, потому что мы могли бы с каждым из них разговаривать отдельно. Ну, с кем-то из них мы уже разговаривали, они пришли повторно, попросили позвонить. Вот этот вот человек, который сейчас разговаривает, и еще один такой лысый, да, который там будет, они у нас были на интервью, но подходит человек, говорит, у меня жена родила, дайте позвонить. И несмотря на то, что это оккупант, что он пришел на эту землю с оружием, что он пришел убивать наших людей, мы ему дали позвонить, и он уже вернулся домой, и сейчас там уже, наверное, сидит спецслужбам российским, рассказывает очередной анекдот о том, как здесь ему было плохо, и о том, как здесь над ним издевались. Но еще раз говорю, во время рассказывания этих анекдотов российским спецслужбам у них почему-то вид грустнее, чем у нас на интервью. Вот не знаю, совпадение? Может, совпадение. Поехали дальше. Вот это все люди, которым Дима давал только что позвонить. Ты меня слышишь? Ну, сказали ей так. Кися. Я слышал, вы разговаривали минут 15. Да не, минут 5. Минут 5. Да, похоронила, плачет, слезы тоже. Ты меня слышишь? Ну что, вот мы нормально к вам отнеслись? Да. Слышишь? Да, Нормально. спасибо большое. Если отнеслись мы к вам нормально, да, дали вам позвонить, все в По порядке. поводу что-то известно, по поводу списка, Зачем вы что все-таки известно, сюда ты мне пришли? скажи вкратце обстановку. Ну так скажем. О, Дмитрий Николаевич, вот это человек сейчас рассказывает, Тишина? что есть, да? Да, тогда рассказал, что есть. Нет, вы тогда рассказывали, что вы защищать пришли. Ну что мне сказали? А что вам сказали, меня не интересовало, я вас не спрашивал, что вам сказали. Меня интересовало, зачем вы, лично вы, в себе, что вы думали, когда вы сюда пришли. Любому человеку нужна работа. Да. Ну это тоже работа. Людей убивать по работе. Слышно, да? Почему? Служить? Последний момент. Так, служить у себя, у вас министерство как называется? Последний момент сколько человек было? Вооруженных сил Российской Федерации. Министерство обороны. Я понимаю, обороны. это со мной все хорошо. А нападать? Алиночка, Кто вас? вы меня поздравить с днем рождения. Министерство нападения, получается? Если вы служите, зарабатываете деньги, нападаете на чужие страны.
Вероничку поздравь. Вы понимаете, что у нас такие же дети, как у вас, жены, матери, люди мирные. Вы там, у вас все фейк в России, а у нас тут города бомбят. Понятно это все? Как мы в части, что говорят по поводу меня? Что у вас так же. Так же, только мы на вас не напали. До вас дойдет это когда-то, что мы на вас не напали? Или вы этого не можете понять? Мы сказали, что в Грузии напали, все хорошо, я понимаю. И что? Все хорошо. Защищаться. А от Америки у вас нет угрозы? Уже много лет. А что вы на нее не напали? Можешь вы не знаю, правительство нас спросить. Я вам отвечу. Потому что Штаты бы вас стерли с лица земли просто за 2 недели, а у Украины оружия не было. В том числе и наступательного, чтобы на вас нападать. Если бы вы могли включить мозги, вот если бы оно типа там работало, короче, да, вы бы поняли, что Украина не может на вас напасть, бо не с чем. Все тихо. И также танки были. Да. Да, танки. Постсоветского пространства. Да, танки сколько? Я не знаю сколько. Ну, на процент вот от российских танков сколько? Ну, понятно, что это чисто Ну, я вам скажу, 1 на 1000. Доля 1 на 1000. Вот у нас 1 танк, у вас 1000. Мы с одним танком должны были против 1000 на вас нападать? Позвони. Звоним? Не знаю. Ну так РСЗО практически не было. Куда звонить по видео или Ракетных систем залпового огня практически не было. Куда? Живая сила соотношения тоже Нет уже, все разоружены. 5 к 1. Мы 5, один украинец должен был на 5 россиян напасть. С РСЗО, которого нет, на одном танке, против которого 1000. Ну пусть 100. Все. Ну вот серьезно. Все. Ладно. А? Так, Сейчас вот еще последний. вам дали позвонить? Да, я тут пару слов про этого человека скажу. Значит, с этим человеком мы уже пытались писать интервью до этого. Тагильцев Роман Васильевич, 78-го года рождения, город Тюмень. Город Тюмень. Гранатометчик. Наверное, было плохо слышно, но пока я разговаривал с этим парнем, который лишился глаза, Дима давал ему позвонить. И вот его, этого Тагильцева, уже похоронили. То есть его жене уже сказали, что его все, его нет в живых. Ну вот тут вот оказывается, что он есть в живых. И эта новость его немножко шокировала, как я понимаю, да. И он немножко пришел в себя, пришел в чувство. Потому что когда первый раз мы с ним пытались поговорить, он говорил ровно то, отвечал ровно так, как ему об этом сказали. Я говорю, меня не интересует, как вам сказали. Я говорю, что лично вы здесь делали. Он начинает рассказывать, что лично я здесь приехал кого-то защищать. Я говорю, кого? Не знаю. С чем вы приехали? С пулеметом. Сколько раз вы стреляли из пулемета? Ни разу. Почему? Потому что у меня не было к нему патронов. Я говорю, уже идиота из меня делаете или из себя? Кого же вы тогда приехали защищать с пулеметом без патронов? Вы что, отбиваться им собирались? Вот такой вот у нас был первый разговор, мы его прервали. И вот здесь вот уже через какое-то время мы с этим человеком снова встретились уже. Вот. И ну, тут он уже более не менее, видимо, до него что-то начинает доходить. Но вы, наверное, слышали, да, что этот человек именно как раз попал под ту часть пропаганды российской, которая говорит о том, что мы бы на них напали, если бы они не напали на нас. И я ему пытаюсь объяснить, что у нас не было наступательного оружия для того, чтобы на них нападать. До него вроде бы что-то доходит, да, в этом диалоге, но я вот хочу привести... зачитать один свой пост из Телеграма, да, вот я его скинул. Помните, да, Лукашенко говорил, а я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы мы не нанесли превентивный удар, говорит Лукашенко, и это подхватывает российская пропаганда, да, вот эту вот тематичку о превентивном ударе, то я вот в Телеграм скинул недавно видео из Нюрнбергского процесса, январь 1946 года, допрос Отто Оллендорфа, командир Айнзанс-группы Д, известной как Эскадрон смерти. И когда ему задают вопрос, зачем отряды под вашим командованием убили 90 тысяч людей, этот Отто Оллендорф отвечает, внимание, это была самооборона. Если бы мы не напали на Советский Союз, Союз напал бы на нас. Совпадение, да? Посмотрите ролик на основном канале про нацизм, про признаки нацизма в России.
Наши ребята, с которыми мы сейчас начали сотрудничать, студенты, да, они фактически сами на 100% делают эти ролики, мы не вмешиваемся, ну так задаем, я просто прошу, да, ну, дайте фактаж, да, дайте фактаж. И читаю, что там они там сделали, говорю, нет, вот тут вот этого не хватает, и все. А так они эти ролики делают на 100%, почитайте там об этом, вы, говорю, почитайте, послушайте там об этом, я думаю, вам этот ролик зайдет. Вот. Это был человек, которого уже похоронили. Житель Тюмени, опять-таки, вот тот, кто его там мама, папа, брат, кум, сват. Жена его, Жена. весь разговор, она рыдала, потому что она его реально похоронила. Вот вам история. Ну, жена похоронила. Жена похоронила, мужа. а тут он звонит. А тут он звонит. Тут вот нацисты из Украины, вот два бандеровца, знаете, дали позвонить, чтобы он связался. Старший Бандера. Да, связался с женой. Младший это ты себе, включай. между прочим, незаконно присвоил это звание. Давай включай, потому что я старший. Идем дальше. Да, спасибо большое. Вам тоже дали? Да, спасибо большое. Нацисты? Не, лайк, подписка на канал. А делиться видео? И поделюсь, да. Так у меня там столько просмотров, нихуя себе. 700 тысяч просмотров. Звезда. Не дай вода, Алексей Алексеевич. Как? Не дай вода, Алексей Алексеевич. Не дай вода. Да. Дата рождения. 06.03.2003. Воинская часть. Звание. Воинская часть не помню, но звание рядовой, наводчик танка, Т-72Б3. Вы из ДНР? Нет, я Из Крыма? С Крыма. Когда вы призвались? С 7 июня 2021 года. Вы срочник? Контракт. Контракт. Как вы зашли? Очень кратко. Когда вы зашли в Украину? В Украину. Вроде 5 марта мы заезжали. На колонию, да? 5 танков мы заезжали. 5 танков. Когда вы попали в плен? 20 мая. Угу, долго повоевали. При каких обстоятельствах попали в плен? Танк подбили. Командир дал команду покинуть машину. Угу. Я убежал в лес. А потом вышел с леса и меня там поймали. Украинские военные службы. Это кому мы звоним? Отцу. Алло. Алло. Алло! Добрый день. Алло. Алло. Что там происходит? Алло, меня слышно? Дай ему трубку, хай. Да там не... Ну хай скажет, что скажет, да и все. Алло. Там что-то... Говори, алло, папа, я привет, я тут скоро буду. Пап, ты меня слышишь? Нет? Алло. Че он кричит? Давай перед... Папа алкоголем злоупотребляет, скажите честно. Ну, судя по голосу, он уже отпраздновал Да, субботу. походу выпивший. Выпивший. Ну, бывает, бывает. Понятно. Мальчики позвонят. +7. Набирайте номер, чтобы не попало на запись. И звоните. Взял, накричал на меня, короче. Все. Да. Это кто? Это матч. Че, на войну пошел? Я за пацана поехал, у которого глаза косые. Хорошо. Это самое. Что значит пошел за пацана, у которого глаза косили обычно? Ну, они хотели пацана отправить, который, ну, наводчик он, конечно, у него зрение, один глаз, ну, туда смотрит, другой, Да. в другую сторону. Я его выручил, ну, чтобы он не ехал, потому что он, ну... Это откуда тебя отправляли? Где взяли в плен? Не, откуда тебя Крым. отправляли? С Крыма? С Белгорода, я вообще жил в Крыму. Так а как это у вас происходит? Привели в военкомат людей, типа у тебя глаза косят, поедешь? Не, он контрактник. Тот пацан тоже контрактник был. Он просто сразу пришел на контракт, без срочки. Он сразу контракт подписал. Ты говоришь, этого не отправляйте, я поеду? Ну, да. Или ты писал бумагу? Бумагу я не писал, сказал, давайте Еще я раз за него. поехал бы? Еще раз нет. За пацана. Ну, как есть. Нет, Сейчас не- вернешься домой, поедешь еще раз? Так нет, конечно, не поеду. Я просто сказал, что вы не вдвоем заходили, но времени у нас уже нет, поэтому... Вы захотели с нами поговорить, зачем?
Просто. Я хотел по телефону попросить телефон позвонить. Ни разу не звонил 3 месяца. Таксофон, понял. Донецкая. Таксофон. Ну, с откуда, чего? А как Просто мы вам позвоним? У вас какой номер? Феникс. Просто А? Феникс. А как вы на Феникс позвоните? Нет, На Феникс я понял. у вас, ну, Северная Корея. Ну, я серьезно. Вы знаете же это ж без меня. Это в Россию можем дозвониться посредством там специальных программ, а туда даже так. Я понял. А вы тоже из ДНР? Нет, ЛНР. ЛНР. А у вас Луганком, да? Да. Вы, ребята, из Украины, просто вы там из Я Донецкой вообще области, МТС. а вы из Луганска. А тебе куда, на МТС звонить? Не, мне не надо звонить. У меня номера нет. Я не В помню. общем, Так, тогда давай. Вы чисто позвонить, правильно? Пришли. Ну, мы не можем Вы даже... представьтесь, как вас зовут. Авдеев Александр Михайлович. Вы понимаете, что 23-й. это запись добровольная, да? То Да, есть, и да. ну, она будет опубликована, вы это понимаете? Да. Все, хорошо. Передайте, что вы хотите, по вашей истории передайте, что вы хотите домой. Потому что наши видео смотрят, и ваши мониторят их по полным фото. Меня Авдеев Александр Михайлович, 23-11-83 года рождения, Донецкая область, город Шахтерск. Был мобилизованный с предприятия, автобусом забрали. Какое предприятие? Зуевская ТЭС. Работаю в охране. Приехали на предприятие на автобусе? Ну, пришли списки, да, и забрали в военкомат. Ну, дали собрать вещи, там, тормозот, такое все. Забрали в военкомат. Получается, так вот мобилизовали. На Принудительно? На Украину. Ну, Или вы добровольно. сами Кто, так, кто, ну, особо я не жил. Нет, конечно, не желала никуда ехать. Нам изначально говорили, что там 5-10 дней, и мы все вернемся домой, там какие-то посты поохраняем, и вас будем обманули? дальше работать. Ну, в принципе, да, потому что я Да не в принципе, изначально говорили, что поедем в Джанкой, какие-то сборы. Понятно, эту историю мы тысячу раз слышали. Возили Вот, туда-сюда. так же самое. привезли. Да. В плен попал село Стеблянки. Это было 26 марта, в плену 3 месяца уже. Уже осужденный. Кто вас там ждет? У меня жена ждет. Дети? Жена, дети есть, да. 2 ребенка у меня. Вы в списке были? Я в четверг, меня сюда перевезли с Полтавы. И в списках здесь, когда зачитывали, вот у меня однофамилец был, а меня не было в списках. Хотя сюда, когда завозили, тоже и в списках меня называли, и документы мои там были. Ну, возможно, когда увидят это видео. Не, стоп. В каких списках вас называли? Когда сюда привозили, по фамилиям. Ну, так это известно, потому что вы у нас Нет, так содержитесь. это список внутренний. пленных, это внутренний список пленных с украинской стороны. Вот там в России, ну, вот, вы не в России, вы. Там вообще у вас разницы не могут, я смотрю, отличить. Есть у россиян список сформулированный на вас, в котором вы, возможно, есть, возможно, вас нет, как пленный. У нас список, вы в любом случае в нашем списке, потому что у нас не может сидеть как бы человек без статуса, да, пленный, понятно. А есть список согласованный, я ж полчаса это сегодня рассказывал, согласованный с 2 сторон. Почему он важен? Почему это обмен, я говорю, сорвался сегодня, именно обмен? Потому что согласованный список был с 2 сторон. Вот в этом списке, я так понял, у вас нет. Ясно. Передайте друзьям, которые что-то мобилизируют, как вас, что им надо делать, и передайте что-то, что хотите своим родственникам. Ну, родственникам, что люблю жену, люблю ребенка, надеюсь, что попаду на обмен, приеду домой, что все наладится, продолжу работу, продолжу жить как раньше. Жил. Вот так вот. Если ваша жена не будет обрывать телефоны именно РФ, именно их там, Минобороны и всего прочего, и вот эти, которые мы сказали вам сюда, персон, если ваша жена не будет обрывать телефоны, не будет настаивать, не будет их выносить им мозг, прямо скажем, то вы в списке на обмен можете очень. Вот эти люди, практически все, которых сюда привезли, они подготовлены на обмен. А ЛДНРовцев среди них вообще, среди всех вот этих людей, с которыми мы разговаривали, их человек 15, может быть, максимум. А разговариваем мы о список 142 человека. Из 15 ЛДНРовцев 5 попало в этот список, 10 не попало. Ну, это я сейчас не точные цифры называю, примерно. Россиян запрашивают, именно утверждают на обмен с российской стороны, а вас нет. Ну, вот такая история. Все, спасибо тогда вам. Я не знаю, я спрашивал вас, что вы можете сказать тем, которых мобилизируют. Им что, вы можете дать какой-то совет? Да я не знаю, что в такой ситуации делать. Не идти. Что им делать, я не знаю, как, к кому обращаться.
Ну хорошо, спасибо вам. Теперь ваша, давайте, история кратко. Как вас зовут? Давай перед краткой историей краткую ремарку о том, что мы уже просмотрели, потому что звук такой, что я и так тут выбрал типа самое the very best по звуку, но я все равно слышу, что он оставляет желать лучшего. Во-первых, парень, который пошел воевать вместо другого парня, который вообще-то был наводчиком, но у него были проблемы со зрением. Короче, косой наводчик, да, должен был идти лучший. Да, the very best. Должен был идти сюда, но он пошел вместо него, чтобы косой наводчик не поехал. В общем, какой-то каламбур, но это вот так вот в России, да, которую умом, как известно, же не понять. Ну и человек, который вы только что могли прослушать инструкцию для жителей Ордло, я ее уже называл, и только что еще раз вы могли услышать, что еще раз говорю. Их очень мало запрашивают на обмен, очень мало. Максимум 10% от общего количества запрошенных на обмен. 90% это россияне, 10% это жители Ордло. При том, что на данный момент, после всех обменов, после того, как россиян уже позабирали отсюда многих, 50-50, понимаете, 50-50. То есть их и 50 на 50 должны запрашивать, но нет. Все равно сохраняется тенденция 90 на 10. То есть жители Ордло для россиян продолжают оставаться вторым, третьим или я не знаю еще каким-то, в общем, каким-то низшим сортом. Да? Вот это кратко. И еще последний у нас остался спикер, который вызвался поговорить. Кстати, он внесен. Этот человек даже уже находится, я так понимаю, дома. Где-то там в Луганске или в общем, где-то там находится. И он говорил с нами, вот этот вот человек, понимая, что он уже едет домой. То есть, вот как хотите это воспринимайте, не воспринимайте. Этот человек понимал уже, что он внесен в списки. И про список на обмен, ВС список пленных. Да, вот этот человек говорил в красной кофте, да, или бордовой какой-то такой. Он говорил о том, что я же был в списке, почему меня не меняют? Есть разница между списком пленных, который зачитывается, и списком уже утвержденным на обмен. Я это рассказывал полчаса там, им, потом ему, и я так понимаю, что многим до сих пор еще не дошло. Ну, к сожалению, так бывает. Список пленных — это у нас список пленных, мы его не скрываем, да? То есть это пленные, которые у нас числятся как пленные, то есть все очень просто. И да, все эти люди в этом списке, потому что без статуса в Украине они находиться не могут. А список, утвержденный на обмен, это совсем другая история. Это конкретное количество людей, которые утверждены с нашей и утверждены с российской стороны на обмен. Вот и все. Ну и последний вот спикер, да, говорю, он знал, когда он с нами разговаривал, он знал, что он уже поедет домой. Во-первых, это под запись для публикации. Да, я понимаю. Все. Тогда расскажите вашу историю кратко. Я Карнаухов Дмитрий Сергеевич, 87-го года рождения, 4.04. Так, это получается 21 февраля я был мобилизирован в Луганской области, в городе Кировске. Недобровольно, принудительно мобилизирован на воинскую службу. Чем вы занимались вообще? Вообще грузчиком был на рынке, на местном. Грузчиком на рынке. Да. Вас с рынка забрали или как? Ну, шел домой с рынка. Ну, не дошел. Подъезжает к вам машина? 100 метров не дошел до дома. Нет, подошло 2 человека патрульных. Один с автоматом, другой без. Отвели в местный военкомат, вручили повестку, загрузили в маршрутку, в «Газель». Отвезли в город Алчевск, в военкомат. Там еще 5 часов продержали, после отвезли в город Стаханов. В этот же день одели форму, выдали зимнюю, летнюю. Понятно, ну это Россия. Ну да. Ну, там никто никого никогда не прошло спрашивать не будет. Ну да, никто ничего не спрашивал. А вы же сами позвали Россию себе. Ну, я не звал ее. Я, если честно, ждал, что как-то все-таки это пораньше разрешится, еще в начале этого всего конфликта, что все-таки Украина придет и как-то это все рассосется. Так вы все-таки за Украину или вы считаете, я по-другому спрошу, вы считаете себя украинцем или кем? Ну, я считаю себя украинцем. У меня украинский паспорт. Я не получал ни российский, ни ЛНРовский паспорт. Понял, хорошо. И что вы хотите в результате? Какая ваша цель? Вот вы хотите поделиться информацией? Вы хотите, чтобы вас обменяли, вы вернулись домой? Что? Я вообще хочу домой, я хочу вернуться.
Хочу, блин, нормальной мирной жизни, как было раньше, вот все. Без всей этой войны, снарядов, стрельбатни, погибших людей, сколько вот погибло мирных жителей. И я спрашиваю все время, за что погибли? Кто объяснить не может? Да ни за что не погибли. Чтоб кто-то набил карманы. Дяди, которые торгуют оружием, блин, и наживаются на войне. Оружие тоже. Ну тут территория в первую очередь, захват территории, вы же понимаете. Да Много ваших сограждан из Луганска, да, получается, просили, чтобы их освобождала Россия? Или хотели, чтобы их освобождала Россия? Я не знаю, честно. Ну, вы же с ними общались? Ну, поначалу, да, многие там хотели, блин, все, типа, считали, что Россия будет же, все, в Россию вступим, блин. И что там такого хорошего, что они хотели туда вступить? Ну, как пенсионеры, бабки-пенсионерки поначалу кричали, что им, блин, в России пенсию будут платить, блин, чуть ли не в Москве квартиру дадут. Ну, так бабкам-пенсионеркам же можно любую лапшу наушить. Ну, так, тоже. В Другие... результате эти бабки-пенсионерки что-то за украинской пенсией ездили. Ну, да. А то и две получали. Да, они в выигрыше, конечно. И там, и тут. Да. А молодые, ну, сколько погибло людей, вон без глаза только что один был. Да. Ну, это надо им, или это ради бабок пенсионерок, ради их пенсии, или ради чего это все? Это не ради чего, это ради уже каких-то амбиций, блин. Мы, блин, играем в компьютерные стратегии, они играют, блин, людьми, блин, в такие же стратегии военные. Только у них гибнут люди, блин. Они на карте передвигают, блин, людей, как фишечки. Вот этих пошлем тут, пускай повоюют, а у тех там повоюют. Все эти Обамы, Меркели, Путины, блин, и все прочие. Там все они, блин, одинаковые. Человека можно вывести из ЛНР, но, блядь, ЛНР нельзя вывести из человека. Обама с Меркелем здесь при чем? Да я вообще говорю, я вообще про власть. Нет, я вообще говорю про всю власть. Мировую, говорю, власть. Слушайте, ну Россия же напала, ну при чем здесь Обама? Я говорю, вообще власть, вообще во всем мире она одинаковая. По большому смыслу. Ну, в общем. Понимаете, в Америке, да и в Украине, в общем-то, людей с улиц не забирают и не, ну, как вас, ну, это да. Бесправия нет. То есть в Америке у людей есть права, в Украине у людей есть права, да? А там у вас нет. И там у вас Россия. Нет, у нас и у России есть свой правитель. Если в России не так, как во всем мире, то значит все-таки правительство некоторым образом отличается. Или вы из тех, которые верят в единую власть над всем миром, вот это покровительство? Нет, я из тех, кто не верит вообще в никакой власти, скажем так. Я понял. Ну, у вас в данном моменте, да, есть вот, российский режим. Правильно? Да. Так вы о нем и говорите. А вы начинаете про Обаму с Меркель. Я не то, чтобы за них защищаюсь, я но понял. они здесь просто вообще реально ни при чем. Не, в общем. Да. Как-то хреново видно. О, так лучше. Ну да, продолжайте. Чего мы остановились? На Меркеле, конечно. Можете в эту сторону встать? Солнце так слепит, что... Хорошо. О, совсем же другое дело. Да. Ну, передайте что-то тем, которые вот сюда собираются пойти или которых мобилизируют. Что им делать? Им лучше не брать оружие вообще в руки. Лучше отсидеть там 8 лет, чем кормить червяков где-нибудь в канаве. Потому что ни бронежилетов, ни медпакетов, ничего, блин, им не дадут. Дадут какую-нибудь советскую каску и погонят вперед с ржавым автоматом. И потом, где их потом в итоге убьют. Вот от моего батальона почти никого не осталось. Много людей погибло? Да. Ну сколько примерно? Ну, насколько мы вот тут общались с другими пленными, ну, осталось человек 7 вроде. За 90 человек вроде как погибло. Ну, за что они нашей погибли? роты. Вот ваши эти самые сограждане могут объяснить, за что они погибли? За что? За какое-то освобождение от чего? Ну, вот, я вот просто понять не могу этих людей. Дали такую возможность, да, Показали, наверное, впервые самая большая сходка. Массовое скопление военнопленных. 150 человек. Вот вы их видели. РФ срывает обмены.
качает, пробует какими-то випами, обстреливает конвои, нарушает те сама же правила, которые и выдвигает, поэтому люди уже к нам сами строятся поговорить, потому что работает схема с интервью. Да, очень большой привет всем международным там организациям, вот этим всем. А я сегодня вроде нормально рассказал. Не знаю, это, наверное, точно не войдет в одно видео, оно будет слишком длинное. Посмотрите наше общение с пленными, вот про срыв обмена видео, да. Люди сами просятся и идут к нам, то есть сами хотят высказать, сами хотят поговорить, сами хотят на камеру попасть. И вы задаете вопрос, а почему? А почему? А как же так? А потому что их в России пленными даже не признают. Вот почему. Потому что с Ордой имеем дело. А вы, ребята, в ваших толерантных, прекрасных, демократических странах так хорошо живете, что вы даже этого понять не можете. Ну, не дается оно вам. Мы сегодня специально для вот этих толерантных экспертов называли статьи конвенции. Да, 13 14 У пленных здесь больше прав, чем у себя. И кто да, хочет... 14 статья. Сохраняют свои гражданские права. Вот здесь они сохраняют свои гражданские права. Что будет с ними, когда они в Россию приедут? Ну, там, может, поинтересуетесь, не знаю. Если Всё. интересно. Снято. Peace and love. В общем-то, мы возвращаемся теперь уже в стрим, и больше уже мы вставок никаких делать не будем. У нас еще интернет ко всему отпал здесь. Ну, я так думаю, что секунд на 30, но я вижу, что 1000 человек, больше 1000 человек сразу же отпало из эфира. Ну, что ж, бывает. Это уже от нас не зависит. С учетом того, какая у нас вообще обстановка в стране, да, то, что интернет может отпасть на 1 минуту, это, наверное, никого не должно удивлять. Везде какие-то обрывы, везде какие-то проблемы. Вот. Что еще хотелось бы добавить, Дмитрий, по вышесказанному, может быть? Есть что-нибудь, чтобы закрыть этот вопрос? Делаю анонс. Среди пленных, которых мы там видели, скоро на основном канале выйдет ролик про Чернобаевку. Очевидец, как там КАМАЗами вывозили, сколько было. Причем тоже интересный чувак, он вначале пришел, отказался, а потом, когда всех вывели вот сюда вот во дворик поговорить, он прибежал и типа, я хочу поговорить, дайте позвонить, но у него там супруга такая тоже. Да, супруга вообще... Где-то там вообще. Да, и, ну, то есть, вот сюда, в эти все короткие блиц-опросы, да, один не вошел, потому что с одним мы поговорили плюс-минус содержательно, и интересно, что этот человек прошел Чернобаевку, ему повезло, его оттуда вывезли, но не довезли, и по дороге, как его не довезли, довозили, он попал в плен. Вот такая у него история. То есть это вы уже на основном канале посмотрите скоро этот ролик. Вот он небольшой, но довольно содержательный. Что еще? Пока, ну, Дмитрий, давай будем пробовать дозвониться, да, до тех людей, которым мы там обещали позвонить. По крайней мере, я сделаю несколько архиважных объявлений. Значит, во-первых, едем на Западную Украину мы на следующей неделе. Зачем мы едем на Западную Украину, Дмитрий? Во Львовский котел. В Львовский котел. Или в Ивано-Франковский котел. Ивано-Франковский котел. Поехать, да. Ну, дело в том, что по Женевской конвенции, это ни для кого не секрет, в самой отдаленной точке от фронта создается лагерь для военнопленных. У нас такой лагерь заблаговременно не был подготовлен, к сожалению. Потому что Рашка, как всегда, даже не объявила ничего. Да, не объявила даже войну. По большому счету, это тоже такое еще из себе история с этими военнопленными без объявления войны. Ну, да ладно. Лагерь такой создан. Уже некоторые эпизоды и некоторые зарисовки этого лагеря вы могли уже в интернете встретить. Но все это, конечно, делалось официальными СМИ. А когда что-то делается официальными СМИ, это всегда неинтересно. В основном всегда неинтересно. Поэтому я думаю, что мы туда поедем. Я думаю, что мы сделаем неформально. Я думаю, что мы сделаем интересно. Я думаю, что мы пообщаемся там с людьми, с пленными пообщаемся. Покажем вам, чем они занимаются. Мы все знаем, что они работают. То есть они уже приносят пользу нашему государству. Мы внедримся туда, да, под видом пленных. Мы внедримся туда. Это нам вряд ли удастся это сделать, потому что многие из них вообще-то уже у нас на интервью были, поэтому признают. Вот. Но тем не менее,
на следующей неделе мы поедем. И, наверное, к концу недели или в середине недели, или на следующей неделе, не знаю, как получится, ждите новый контент, новые интересные какие-то вещи. Вот. И опять-таки... Владимир, еще... звоню Павлу. Да. Неделю Павел хотел поговорить. И я всех одновременно еще хочу поблагодарить за помощь. Потом поговорим отдельно. Алло. Да. Да-да-да, алло. Добрый, Павел. Добрый. Нам сказали, что вы хотели бы с нами о чем-то поговорить. Ну, давайте поговорим. Только недолго. Вот, как бы. Так, а я разговариваю с Владимиром. Это Дмитрий. С Дмитрием. Надо представляться, да. Так Важно. я думаю, человек смотрит, наверное. Не обязательно. Да, Павел, что вы хотели нам сказать? Вы откуда сами будете? Ну, смотрите, давайте я не буду как бы называть такие точные реквизиты, потому что вы сами понимаете, как у нас все происходит. Я просто скажу то, что я из России, как бы имя вы мое назвали, пускай оно будет таким. Вот, я сейчас немножко даже стараюсь голос менять. Но на самом деле, как бы это правда небезопасно. Вот недавно даже Мы понимаем, в какой стране вы живете. Все нормально, не переживайте, мы знаем вашу страну. К сожалению. Ну, смотрите, я сейчас прямо такое короткое предисловие. То, что вы делаете, на самом деле, это очень большое дело. Во-первых, это большое дело для вашей страны. Во втором случае, это большое дело для нашей страны. Все-таки маленькая доля прозрения, она в России есть. И она, к сожалению, составляет максимум 3-4%. Ну, в общем, смотрите, россияне, если вы будете смотреть этот стрим, я вам хочу сказать, что вы будете на самом деле спустя какое-то определенное время, когда война закончится, вы будете жалеть, что вы были задебилизированы этой властью. На вас пойдет такое прозрение, что вы будете друг другу смотреть в глаза и их отводить в стороны. Я вам вот серьезно говорю. Все, что происходит сейчас в Украине, это всего лишь плод больной фантазии вас и вашего телевизора, и еще одних людей. Это невозможно просто об этом молчать, и это вообще, в принципе, ну, терпеть, я даже не могу сказать. Это вот ребята, которые сейчас это все делают, это, ну, это не видит, честно. Это такой немножко эмоциональный, как бы, момент. Вот. Но то, что в стране сейчас происходит, это, мягко сказать, ну, не знаю, постараюсь я не материться, но это ничего хорошего, правда. Производство у нас многие уже остановились, и автомобильные заводы у нас стоят. Предпринимательская способность у нас падает, покупательская способность у нас падает. Ну, все благодаря просто одному человеку. Ну, то есть санкции работают, правильно? Что? Санкции работают. Еще раз, Дмитрий. Санкции работают? Автомобильные станции? Санкции. Экономические санкции, которые ввели во всем мире против РФ. Ё-моё, да, конечно, они работают, естественно, они работают. Просто они не могут работать прямо вот в моменте, понимаете? Вот, ну, месяц, два, три, но они уже работают. Они уже в июле месяце, они работают. Причем они даже работают так, что они уже и меня коснулись, и мой род деятельности коснулись, и моих знакомых они касаются очень сильно. Есть у меня знакомые ребята, украинцы, они из Николаева, еще даже с начала самой войны, мы тоже с ними обменивались комментариями. Я наблюдал с самого начала, как все это происходит, и я был, честно сказать, вообще мягко поражен, удивлен. У меня не было слов вообще, просто не было слов, когда все это дело происходило. Ну, он говорит: ребят, держитесь, как бы, ну, тут по-другому ничего не сделаешь. Нам невозможно бороться, это, я говорю, 97% это вот зомбированных россиян, правда. Это насколько зомбированы люди. Общество, они это специально сделали, они поделили общество на два класса. Те, кто против, и те, кто за. Идет так сбор семьи, и люди даже у нас есть семьи, мои знакомые. Люди просто разводятся из-за этого. Потому что кто-то это поддерживает, а кто-то, естественно, говорит: ребята, вы что, как вы
про вашу спецоперацию? Я вам еще раз повторяю, вот пускай там налетят ватные там, с России россияне, пускай там ваши ребята украинские летят, пускай они там сейчас, там, я не знаю, засрут нас, там, засрут меня, не знаю, там, говорят, что это неправда. Я вам вот, ну, смысл как бы говорить, клянусь нет, никто не верит в это не будет, да? Но это живые примеры, люди разводятся. Есть такие люди, которые разводятся. Вот у них принципиальные позиции. Таких мало, но они есть. А все остальные, ну это вот они отклеят вот эту вот Z-ку, V-ку на машине. Вот они бы лучше бычок из машины не выкидывали бы, вместо того, как они их наклеят. Я не знаю, что они поддерживают, правда, не знаю. Понятно. Спасибо. Хорошо, спасибо, Павел. Да. Короткое объявление для зрителей. Мы сейчас отключимся и переподключимся. Это займет буквально там минуту времени. А стрим продолжится? Нам надо будет перезайти в стрим. Подожди, он не переподключится. Или переподключится. Так, одну секунду. Да, все, Павел, спасибо за информацию. Ну, это приятно слышать. Ну, сейчас мы попробуем переключиться. Повисите, не отключите. О, смотри, перезапустилось вроде бы. Ну, вот это вот все в совокупности, да, то, что у нас отпадает то интернет, то у нас отпадает АБС, говорит о том, что мне пора менять, ну, по крайней мере, вот сейчас, вот это точно, говорит о том, что пора менять ноутбук. И один хороший человек из Литвы выслал новый ноутбук, который я собирался покупать. Младшему бандеровцу. Да, собирался покупать новый ноутбук. И здесь мне такой вопрос. Вам ноутбук нужен? Как бы да. И вот я благодарю, и когда он придет, я не знаю, мы отдельно, наверное, запишем какую-то распаковку, благодарность, в общем, как-то что-то будем делать для того, чтобы как-то отблагодарить этого человека. Что у нас еще сегодня не было? Страйк получили, интернет отпадал, камера 4К Logitech самая дорогая. И 6385 человек в эфире. На резервном канале. На резервном канале. Ну, нельзя. Нельзя сдержать. Да, в общем... Еще одному человеку звоню, которому хотел... По звонку все услышали, да? Санкции работают, семьи ругаются. Там у вас в РФ и кукушечка поехала. До сих пор ищете каких-то там... Кого-то там ищете? Да, человек просит, чтобы я ему позвонил, но я ему не могу позвонить из-за настроек какой-то там конфиденциальности. Звони другому человеку. Есть люди, которые поприсылали сообщения на почту Dezombization, но WhatsApp, Viber, мы не звоним в WhatsApp, Viber, мы не знаем, что это такое. У нас вот есть обычный кнопочный телефон. Да, во-первых, это Nokia 3320, да? Ну, да. Ну вот. Сейчас наберем Арине, у которой есть информация о пленных наших украинских. Давайте. Еще раз мы говорим, что мы не знаем, на кого мы можем нарваться и что мы сейчас услышим. Да, может это какой-то сейчас товарищ майор будет из ФСБ. Мы не знаем. Ну, раз нас... Ну, на Крещатик майоры с Следственного комитета не приезжают. Мы уже приглашали их, Да. Те самые, у которых я должен скоро оказаться на допросе. Я их все приглашаю, они никак не... никак, короче. Да, не хотят к нам приехать в гости. Из Следственного кабинета РФ. Да. Арина. Ну, Владимир. Алло, здравствуйте, Арина. Арина, добрый вечер. Да, это Владимир. Ну, вы оставляли свой номер. Что-то нам хотите интересное рассказать про пленных украинских? Вы знаете, на самом деле у меня не сколько информации по пленных украинцев, сколько вопрос. Смотрите, какая ситуация. Вот в вашем чате у Золкина был человек, ну, она говорила, ну, как бы на украинском, она писала на украинском, и она говорила, что есть такая информация, что якобы в ее, там якобы в ее городе стоит госпиталь, вот, в котором находятся военнопленные именно из Украины, ну, то есть, которые приехали из Украины назад, да. И то есть якобы такая была информация, что они были кастрированы.
И когда я это прочла, это все было в чате Золкина, я сразу сказала, что это фейк, что это не может быть такого, что это специальная диверсия. Мне хочется понять, владеете ли вы этой инфой и какое у вас мнение об этом. Смотрите, Вот, отвечаю и вам. Чтобы граждане... Да, отвечаю и вам, и всем, кто задает подобные вопросы. Ребята, я знаю, откуда пошла история с кастрацией. То есть я не то, что знаю, мне случайно попалось это видео, когда летчика Красноярцева, у которого мы брали интервью, ребята наши взяли в плен и везли в автомобиле, один из них позвонил его жене и пошутил о том, что его сейчас везут на кастрацию. Естественно, никакой кастрации там не было. Вот, и ничего подобного там не происходило. Но с этого момента среди россиян полетел этот фейк о том, что якобы у нас тут здесь кого-то кастрируют, вот, каких-то пленных. Вот. Конечно же, это фейк, ну, чистой воды, то есть за ним вообще ничего нет. Я вам предлагаю пытаться получить информацию из достоверных источников, точно не из каких-то чатов, где кто-то что-то пишет на любом языке, потому что вбрасывают их на любом языке, эти фейки. Смотрите, извините, пожалуйста, может ли быть это какой-то некой диверсией, потому что я знаю, что... Это и делается в качестве диверсии, конечно же. Ну вот да, я вот тоже так поняла. Смотрите, у меня еще один... Но я хочу сказать, что человек, который это пишет, это не обязательно диверсант. То есть есть же множество жертв пропаганды. И с нашей стороны, и с российской стороны. С российской стороны почти вся страна, конечно. Вот. Но и с нашей стороны люди клюют, попадаются на эти удочки, которые забрасывают россияне, фейки. Наши тоже, к сожалению, продолжают почитывать их паблики. И да, они ловятся на все эти удочки, и они, уже не будучи диверсантами какими-то, и неумышленно продолжают это распространять в соцсетях. Вот почему людям, прежде чем что-то написать, нужно думать. В любом случае, я это поняла, что это диверсия. Я просто, у нас тут как бы чат один, и там разные люди, и я вижу, что украинцы читают и пишут, что ну скиньте контакты в личку. Ну, понятно. Люди переживают, поэтому мне бы хотелось, чтобы это было оговорено. Да, это мы уже, это Дмитрий, второй журналист. Это мы уже обсуждали в многих роликах. А вы из какого города сами будете? Я из города Химки. Это ближняя... Ну, Москва. Подмосковье. Подмосковье. Да, ну рядышком, да. Что у вас говорят про спецоперацию? Я могу вам сказать свое личное мнение, что я абсолютно категорически против. К сожалению, я не гражданка России. Я бы, если бы была моя воля, я не знаю, ну вот я как бы вот всех, вот у меня муж россиянин, если бы можно было бы, да, я с его родственниками борюсь, я все говорю и говорю, люди, вы зомбированы, вы не понимаете, что идет война, и что эта война, она аналогична, и даже общество само здесь, оно аналогично обществу, которое было в 30-х годах в Германии. Это просто копия. Это просто копия. Это, я не знаю, я уже не знаю, как это объяснять. Ну, мы сейчас с мужем оттуда уезжаем, мы уже отправляем визы, потому что, ну, жить здесь невозможно. Ребята в чате меня знают, вот. Для меня это животрепещущий вопрос. Смотрите, еще кое-что бы хотела у вас спросить, прошу вас ответить. Вот смотрите, много очень ходит вот этих, ну, не знаю, какой-то дезинформации, какой-то еще информации про бурятов, которых вы снимали. Хотелось бы, чтобы вы поставили точку над «и». Я смотрела видео с бурятами, с вот этими, которые там пили алкоголь, еще что-то. И потом якобы их обменяли, они грузом 200 вернулись домой. Значит, идет со стороны России вот эта информация. Значит, Арина, внимание на экран. Если вы смотрите стрим, внимание на экран. Потому что мне сегодня прислали эту ссылку. Я так понимаю, что, возможно, ее ранее прислали вы. Если это будет видно, Нет, да, нет, это не будет я, видно. Не я. Да. Нет, Смотрите, это не я. да, ресурс «Люди Байкала». В Украине погибли 2 военнослужащих из Бурятии. Они были в плену. И далее я уже зачитываю, можете проверить, что я зачитываю то, что здесь действительно написано. Достаточно прочитать, в принципе, первых 3 строки. В Бурятии появились официальные некрологи о смерти 2 местных военных. И все.
Дальше рассказывается про каких-то двух местных военных, которых якобы обменяли и которые якобы вернули их мертвыми. То есть сначала они попали в плен в Украину, а в Россию они, надо понимать, приехали уже мертвыми. Но вот этих подробностей здесь нигде не описано. Как это вообще произошло? Их что, мертвыми вернули их? Кто и где эти видео, которые якобы есть, что они попали в плен? Здесь же, если они говорят об этих видео, их можно было бы эти видео показать, да? И самое интересное, у меня просто вопрос к этим писакам. Что такое официальные некрологи? Если есть официальные некрологи, да. Ну, если есть официальные некрологи, значит должны быть какие-то фото этих трупов, этих людей, правильно? Все, что нужно, это просто взять фото этих мертвых людей, которых якобы вернули по обмену, я не знаю, каким-то образом. Ну, опишите, каким образом их вернули из Украины. Да, ну это чушь, но я хочу как-то рационально объяснить все-таки, что это чушь. И если бы трупы этих людей реально были, которые ранее попали живыми в Украине в плен, услышьте, если бы трупы этих людей были, они ими уже были бы завалены все российские паблики. О них уже трубило бы это самое Скобеева, Соловьева, вообще все. Я тоже так считаю. Да. А так это просто... Я тоже так считаю абсолютно. А так это просто дешевая желтая статейка в дешевой желтой газетенке. И знаете, такое комментировать... Да, я вас поняла. Я почему... Вы должны понимать, это не мое какое-то праздное вот это вот то, что я там, или там я профантазирую, или верю во что-то. Я общаюсь в чате Золкова. Я понял, вы хотите... Они туда заходят. Да, понятно. Арина, есть такая штука. Арина, есть такая штука, понимаете, у россиян есть одна такая болезнь. Я считаю, что это болезнь. Та информация, в которую им хочется верить, они в нее просто берут и верят. А вот та информация, в которую им верить не хочется, это все для них либо фейк, либо они просто стараются ее не замечать. Понимаете? Вот от этого стоит отталкиваться. Если вы говорите с такими людьми, которые просто хотят жить в параллельной реальности, то что вы им, собственно говоря, можете доказать и каким образом? Это понятно. Да, понятно. Спасибо за то, что... Большое. Спасибо за... Извините, пожалуйста, можно еще последний вопрос? Ну, Извините, что я долго давайте. время у вас занимаю, но он злободневный. Значит, сейчас заходят россияне, которые говорят, мы против, мы бы пошли в легион в Украину. Диванные эксперты. Спасибо, пусть никуда не идут. Смотрите, Спасибо. Давайте так, давайте вот, чтобы это было все расставлено точками над «и». Заходят ребята там из России и говорят, мы против, мы хотим там защищать Украину, но у нас, к сожалению, нет возможности туда приехать. Вы можете в двух словах сказать? В двух словах. Что такое этот, Да, этот в двух регион? словах. И Этот как легион туда есть. можно приехать? Значит, в двух словах, этот легион есть. Там воюют люди, которые уже ранее прибыли на территорию Украины из России. Там воюют те, которые попали в плен. Я не слышал, чтобы туда попадали люди, которые каким-то образом пересекают границу Украины и сами просятся в этот плен. Но если вы знаете способы, как попасть в Украину и записаться в этот легион, пожалуйста, но я вам с этим не помогу, потому что я не курирую этот легион, да, и знаю только то, что знаю. Я знаю другую информацию. Информация заключается в том, что этот легион пополняется и пополняется людьми. У легиона есть контакты, люди, которые действительно хотят попасть в него, они попадут. Подожди, стой, там реально есть обратная связь, да? Да, какая-то? есть легион, у них ну есть так контакты. загуглите. Те, кто хочет помочь повоевать, Да. они найдут контакты, они знают, куда обратиться. Извините, пожалуйста, я слышу ваш голос. Вы можете сказать какой-то лайфхак, куда обращаться? Есть какая-то электронная почта? Да есть у них официальный сайт и официальные соцсети. Нифига не понятно. Ну смотрите, Да, у них есть свои ресурсы, куда можно им написать, и у них есть обратная связь. Это 2 минуты в Google, и она будет. По сути, это реально. Да, это да, реально. да. Гражданин России, Да, мужчина, да. он может в теории он может что-то сделать, чтобы туда попасть. Да, не только в теории, а на практике. Да, не только в теории, а на практике.
Да, Ну, спасибо. я хочу сказать, да, все, спасибо вам тоже. Да, спасибо. Я хочу сказать, что слова Дмитрия я не подтверждаю, потому что я по запросу в Гугле не нахожу контактов обратной связи для Легиона Свободы России. Вот, как он сказал, в 2 клика. Вы сейчас будете проверять. Да, я могу быть неправ, но я загуглил, я посмотрел первых там 10 ссылок, которые мне открылись. Это Википедия, это обозреватель какая-то ссылка на Ты него. открывал Википедию? Укринформ и все такое прочее. Нет, не открывал. Может быть, я не прав. Ну, я хочу сказать несколько слов по этому поводу добавить, и Дмитрий еще имеет время немедленно это сделать. Значит, по поводу россиян, которые хотят приехать защищать Украину. Ребят, вы себя защитите. Вы себя там у себя защитите, пожалуйста. Не надо. Ну, нам вот это вот 10 человек, 50 человек, 100 там человек у вас появится. Я не думаю, что это нас сильно здесь кого-то спасет, да. Извиняйся. За что? Легион Свободы России. Мы боремся против Путина для связи. Телеграм, их YouTube канал. Из первой ссылки. Ссылочку в чатик, пожалуйста. С первой ссылки. Да, в Телеграме они нашли. Нет, вот, смотри, с Википедии. С Википедии сайт. Есть переход, да? Сайт. На Легион. Извиняйся перед старшим бандеровцем. Нет, Давай, нет, Вася, давай. Конечно, нет. Я не буду бросать ссылку, потому что тот, кто хочет это сделать и попасть в Легион, он это сделает за 1 минуту. Значит, с Википедии можете переходить на ссылочку, и там все. Вот их обращение. Вот я бы просто прорекламил, раз такое есть. Но вот я, например, не знал. Ну, я не первая знал. ссылка. Да. И люди... Нам на совещании не доводили, видишь? Товарищ майор, не надо пропускать совещание. Да, не надо пропускать. Вот, то есть вы бы лучше бы себя бы защитили бы там как-то, и у себя бы что-то бы делали. А мы тут уж как-то разберемся. У нас достаточно много людей, которые собираются и защищают Родину, и в очереди стоят, чтобы ее защищать. И как-то вот так. Так, поэтому... звоним некий... Ну, опять-таки, Дима, я это сделал так просто, да, посмотрел, нету, да и закрыл. Но вот представь себе, человек в России очень сильно хочет приехать в Украину защищать Украину. Пишет об этом во всех чатах. Уже девушка Арина нам звонит из Подмосковья и спрашивает, как это может... И эти люди что, не смогли загуглить, как ты? Ну, ты хочешь, чтобы странно. я сказал то, что я хочу сказать? Да. Значит, так надо, так они хотят. Это диванные эксперты. Люди, которые хотят попасть и послужить в иностранный легион, в легион Россию, они это сделают. Им помогут пересечь границу, им помогут с документами. Ну, это я знаю. Только не надо по этому вопросу обращаться, пожалуйста. Мы не... Еще раз, пожалуйста. В Telegram, ВКонтакт, который указан в описании, также почта Demobilization. Мы не можем и не помогаем найти родственника, найти пленного, мы трупы не ищем, у нас нету этой возможности. И, пожалуйста, не пишите, чтобы не получить разочарование, когда мы не ответим. Это вот, ну, это действительно просьба такая. Ну, вот это очень печально на самом деле. Мне вчера пишет человек, вы можете найти помочь найти моего родственника? Я звоню. Подожди секунду. Можете помочь найти моего родственника? Я уже просто обещал тут человек позвонить. Можете помочь найти моего родственника? Я говорю, я этим не занимаюсь, но вы завтра можете посмотреть стрим, и я там дам ответы на все вопросы. Пишет мне, так а толку его смотреть, если и ты. Ребят, толку смотреть стримы человека, к которому вы обращаетесь с глупыми вопросами, хотя бы в том, чтобы не задавать потом этих глупых вопросов. Но поверьте, та информация, которую я даю, она тоже довольно-таки ценная. Особенно для тех людей, которые там, особенно для жителей Ордло, особенно, в особенности. Потому что их это касается в самую первую очередь, потому что они, ну, самые вот, как бы, здесь обделенные, получается. Думающий... Ну, этот человек так подписан, я же не... Давай. Дай мне. Подымить? Моя очередь. Дымку пустить. Сейчас он трубку не возьмет. Возьму. Алло, да, добрый день. Добрый день вам, это Владимир, да. Я не спрашивал, как вас зовут, и не спрашиваю, но вы хотели, чтобы я вас набрал. Ну, хотелось бы начать со слов глубокого соболезнования народу Украины за жертв среди военных, среди гражданских. Хотелось бы высказать свое мнение по поводу ситуации в России, про свои какие-то впечатления, то, как я это, какие у меня были ощущения. Первые 3 месяца после того, как это все началось, то есть я видел, как многие одобряют, кто-то вообще радуется. Я
чуть ли с ума не сошел. То есть я первые 3 месяца я просто собирал свою психику по осколкам. Меня слышно? Да, слышно. Вот. На мой взгляд, вот, что мне напоминает современная Россия, это гибрид 1984 Джорджа Оруэлла и фильм «Обитель проклятых». Вот как-то вот так. И до большинства просто не достучаться. Плюс, опять же, с той стороны, сейчас я, конечно же, не дам украинских обывателей, ну, они высказывают претензии, почему там вы, россияне, не протестуете, или почему протестов так мало. Ну, к сожалению, в России протесты просто не работают. Яркий пример — это протесты в Хабаровске. Там был огроменный митинг, и он был, по-моему, протесты длились 2 месяца, и ни к чему это, в общем-то, не привело. Вы рассказываете подробности, что, как? Нет, подробностей не нужно, что, как, почему. Мы понимаем, что большая часть населения России это зазомбированные люди, нам это доказывать не нужно. У меня к вам есть вопрос. Поэтому и не работают, в общем-то, да, Дмитрию передаю трубку. Старший бандеровец Дмитрий на связи. Что делать? У вас написано «думающие россияне». Была такая теория еще до этого всего. По сути, у думающего россиянина только 2 пути. Называется с хорошим вариантом. Это иммиграция и эскапизм. Что такое эскапизм, надо объяснять. Ну, такие варианты. Как бы. Ну, иммиграция и эскапизм. Ну, да. Приведу цитату одного русского иммигранта. Он это говорил про Россию, то, что можно выйти из дурдома, но нельзя сделать из дурдома Академию наук. Примерно так. Ну, он там в чате подсказывает, а революция. А может, все-таки вы там пойдете этого старичка вынесете ножками вперед? Да и все. Ну, я понимаю. Ничего, то, что этот старичок, скорее всего, сейчас сидит где-нибудь в бункере Ямантау, координаты которого хранятся за силе печатями и т.д. и т.п. Ну, так и хорошо, как раз можно... Дим, слушай, 20 лет Россия вкладывала деньги все свои, с газа, с нефти, со всего, в 2 вещи. Зазомбировать народ, раз, и 2, вооружиться, в том числе это касается правоохранительных органов, которые финансируются из этих денег. То есть пропаганда, правоохранительные органы и армия, это все, с чего... Да, я это понимаю. Ну, поэтому я хотел бы прекратить этот разговор по поводу вызывания их на протест. Я уже понял, что это невозможно, реально невозможно. Я просто хочу сказать, что чем больше людей в России вот этих вот думающих россиянинов, которые думают и пытаются хотя бы в своем кругу что-то кому-то донести, тем больше шансов, что это все закончится, потому что время играет в нашу пользу. Ты же это понимаешь. И вот я вот таким вот людям прошу об одном. Просто говорите. И все, не молчите. Хотя бы так. Говорить-то можно или тоже нельзя? Ну, между собой. Это вопрос. Слышал опять такую вещь, то что какого-то человека оштрафовали за дискредитацию за разговоры на эту тему на работе. Это было. А на кухне? А на кухне можно? На кухне. На кухне можно, но, скорее всего, тоже с вопросиком. Важные россияне просто будут злиться и посылать человека куда подальше. Вот и все. Кстати, нашел один небольшой лайфхак, как это, если, типа, мол, когда какой-нибудь важный россиянин говорит, вот этого не будет, правда, которая у меня работала 100%, после этого он затыкается и уходит. А повышение пенсионного возраста тоже не будет, Путин говорил. Фраза работающая в 100% случаев. Понятно. Спасибо за... Ну, спасибо, да. Да, за звонок. Такой интересный вопрос мне хотелось бы обсудить. То, что... Ну, я слышал такое мнение, то, что победа Украины приведет к смену режима в России. У меня есть свои выкладки, ну, свои мнения на это. Ну, давайте кратко, да, давайте кратко. Ну, просто я хотел бы сначала ваш
ваши выкладки? Вы поймите, нас это меньше всего интересует. По большому счету, если брать из чисто технической плоскости, то понятно, что если Путин усрется, прямо говорю, по поводу вот этого захвата Украины, да, то это должно привести к его свержению, к тому, что он не победит на следующих выборах. Но это в том случае, если верить в то, что у россиян осталось там хоть капля, хоть какой-то логики, хоть чего-нибудь. А с учетом того, что мы видим на данный момент, что была попытка захватить Киев за 3 дня 4, о чем трубили все и везде, да, уже обосрались и уже, казалось бы, это должно привести к каким-то волнениям в России, но ничего не происходит. Соответственно, мы не верим в то, что у россиян есть хоть капля там здравого смысла или логики, и думать над тем, к чему приведет проигрыш, да, поражение в Украине, мы не хотим просто об этом. Мы хотим это поражение России приближать, вот и все. Так, давай заканчивай, тут у нас есть. Такой, еще провел небольшой соцопрос, но там не так много проголосовало людей. То, что если политика режима будет покушаться на машину, кредит, квартиру, ипотеку и борщевой набор, после россияне бунтовать, вариант ответа было 3. Да, нет, и россияне готовы умирать с голоду или заниматься каннибализмом, но не бунтовать. Больше 50% третий вариант. Ну, я тоже сразу бы сказал, что третий вариант, да, самый актуальный для россиян. Ну, умирать с голоду, жить в рабстве, жить безмозглым стадом, которым управляют, жить, ну, то есть это все Россия. Все, спасибо, потому что пишут уже в чатике, что давайте следующий звонок. Да. К сожалению, у нас формат нашего ток-шоу. Да. Держи. Это зачем? Это мой телефон. Еще раз большие соболезнования. Это мой телефон. Да. Спасибо вам. Вам тоже, кстати, соболезнования там по поводу, потому что я представляю себе, что такое жить. Может быть, лучше даже жить в стране, которая защищается от Орды, нежели жить в стране, в которой вокруг тебя Орда. Поэтому я не знаю, кому тут нужно соболезновать. Лучше защищаться от Орды, чем прятаться от реальности. Это второй вариант. Да, ну или жить в рабстве у Орды. То есть здесь непонятно, кому из нас еще нужно соболезновать. Спасибо. Да, спасибо. Так, делаем еще 2 звонка и завершаем. Короче, поэт о своих наблюдениях по причинам становления ворков. Поэт. Очень интересно. Очень. Тут по поводу Орды еще надо сказать. На нас обижаются потомки ордынцев. Ну, понимаете, Орда в случае отношения к России, да, когда мы применяем это к России, когда мы применяем это словосочетание в отношении России, это даже не та Орда, которая имеется в виду там Золотая Орда или там татаро-монгольская ига. Россия взяла все самое худшее везде, где могла взять, в том числе и от этой Орды. Соответственно, люди, которые являются потомками этой Орды, живут там в других странах, да, они переросли и стали цивилизованными. А вот Россия нет. Она как жила вот этой ордынской темой, там, почитания хана и все такое прочее, и хан все решает, да, так они так и живут. Поэтому это не стоит обижаться на такие вещи. Здравствуйте. Добрый. Дмитрий, приветствую. Владимир, привет. Добрый вечер. Бандеровцы на связи, что бы вы нам интересного рассказали? Ну, сперва, наверное, хочу сказать слава Украине. Героям слава. А по поводу моего наблюдения, скажем, легкий рассинхрон, сейчас смотрю вас в прямом эфире, наблюдаю. Спасибо за вашу работу, то, что помогает многим гражданам России открыть глаза и взглянуть немножко на некоторые события под другим углом. А по поводу моих наблюдений, на протяжении 20 лет я пришел к выводу, то, что у большинства населения Российской Федерации отсутствует просто социальный барьер при выполнении тех или иных действий. Так называемые социальные нормы, на которые ориентируется здравый человек, принимая те или иные решения. Например, почему нельзя красть, почему нельзя, скажем так, убивать и так далее и тому подобное. Такого барьера у большинства населения попросту нету благодаря интенсивному воздействию на протяжении 20 лет пропаганды.
как таковой. Так называемый феномен называется окно Овертона, когда идет сдвиг всех социальных норм. И грубо люди в любых действиях ориентируются прежде всего на то, что если я это сделаю, будет ли хорошо непосредственно сначала мне. Не будет ли это морально относительно других? Не будет ли это, скажем так, вызывать негативные эмоции, идти вразрез с социальным нормам? По сути, это бандитское государство как таковое, которое строится на пацанских принципах, которые пропагандируются, не первый год, и, на мой взгляд, то, что у многих, у кого берете интервью, вы спрашиваете, понимают ли они, что они шли убивать и так далее и тому подобное. Им, на мой взгляд, им все-таки все равно, даже если они говорят, что они это понимают, на самом деле они любой выбор рассматривают с позиции хорошо или плохо. Если хорошо соврать в данный момент, они соврут. Да, мы это понимаем прекрасно. Мы это прекрасно понимаем. Это не стоит даже поддавать такому аж прям глубокому анализу, потому что это очевидные вещи. А вы из какого города? Я из города Москва и из города Калуга, скажем так. Живу в Калуге, работаю в Москве не так давно. И такое маленькое замечание. Понятие конструктивной связи у большинства населения в принципе отсутствует. И, на мой взгляд, все это может измениться только одним способом, когда население, к сожалению, такой страны, к сожалению, к счастью, пойдет по сценарию, по которому пошла Германия после 1945 года. Ну, конечно. Ну, да. Ну, естественно. Да. Спасибо. Да, вы что-то хотели еще добавить? Ну, то есть другой вариант, чтобы население само поняло, это, в принципе, невозможно, потому что любые взывания к конструктивизму, даже на мой взгляд, вот маленький быстрый пример, я понимаю, что время ограничено, в беседе с одним человеком, я много где работал, в беседе с одним человеком, человек начал рассказывать, как хорошо, что страну с колен подняли и так далее. И я думаю, этот сценарий вам знаком, конечно, знаком. За последние 20 лет как хорошо, что подняли с колен. Я задал простой вопрос. Относительно вас, как человека, вот, подняли с колен, как это на вас отразилось? Вы стали лучше жить, зарплата больше стала. Или что еще? Ну, у нас же ракеты появились. Ну, относительно вас, как это? Вы придираетесь к словам, и все. То есть... Ну, понятно. Уходят от прямого ответа, да. Понятно. Ну, да, это есть такое. Спасибо. Это не уход от прямого ответа, это психика людей дает сбой, потому что конструктивизм им не... благодаря обработке у них отсутствует напрочь. Да. И у них психика начинает восставать. Либо агрессия, либо попытка смены темы, потому что они... Ну, понятно. Ну, спасибо, да. Ну, это, спасибо. Глубокий такой психологический подход к этой проблеме. Конструктивизм отсутствует напрочь у россиян. И каждый раз, когда ты их пытаешься вывести на этот конструктивизм, они либо убегают, либо закрываются, либо что-то дает сбой. Вот как только что сказали. Про Орду еще, да? Смотрите. Потомки Орды, которые там люди, которые являются потомками татаро-монгол, да, обижаются за сравнение России с Ордой. Но дело в том, что потомки татаро-монгол, да, которые живут себе в других странах и нормально развиваются давным-давно уже, как стали цивилизованными людьми, это не Орда. Сравнение России с Ордой, это сравнение именно с той Ордой, которая была тогда. Которой было плевать на людей своих, которые вот так вот бросали, как Россия на нас бросила 150 тысяч. Да едьте, там танки у вас ломаются, чтобы у вас там не происходило. Вы главное едьте, умрите, да какая разница? Они же людей не считают, понимаете? Они радуются тому, что они какой-то населенный пункт небольшой захватили, да? Но это же все путем страшных потерь.
на которые им наплевать, а вот нам на наших людей не наплевать, поэтому да, иногда приходится где-то и отступить тактически, для того, чтобы не погибла куча людей, ну просто потому, что мы о них думаем, вот это наше как бы отличие от россиян. Это то, что нас как раз и отличает. Может, хватит звонить уже? Ну, там он еще одну, Надя просит. Последний? Да. Последний. Катерина из Питера. Последний звонок? Да, последний. Последний звонок. И... Я же не выбираю. Да я понимаю, тебе присылают, я это вижу. Ну, какие проблемы? Мы же об этом сказали. Катерина. Косой наводчик людям понравился, судя по комментариям. Алло? Добрий ранок. Алло? Так, добрий. Зараз вечір. Вечір. Добрий вечір. Так, мені Доброго. вимкнути комп'ютер, щоб не говорило. Краще вимкнути. Краще вимкнути. А ви на українському язикі так розмовляєте? Ви йдете з запізненням там Так, десь я 15-20 секунд. Не буду говорити паралельно. Да. А звідки такі знання з української мови? Ой, довга історія, у мене прокинулися гени. Якраз, ні, здається, вони давно прокинулися, а стали активними якраз у 2014-му. І я все думала, потім треба там вивчити українську. І в 15-му сталася одна дурна історія, я все ж таки, ну як, не те, що Давайте по-русски, чтобы Да, россияне да, тоже да, это поняли. давайте, Вы слышали? Во-первых, потому что Дмитрий Николаевич, он не владеет украинским языком. в Я принципе. не розмовляю українською. Да. А во-вторых, интересная история, я хотел бы, да, чтобы вы рассказали. Вы жили в России все это время, правильно? Я гражданка России. А, вы гражданка России. И у вас есть предки из Украины, правильно? Ну, это у меня капелька небольшая, маленькая капелька, которая коснулась. И вы выучили украинскую мову. Да. Обалдеть. Ну, хорошая история. Вот это, Дмитрий, тебе, кстати. А вы из Санкт-Петербурга и не можете выехать? У меня долгая история. Во-первых, я полностью слепой человек, и одной мне это будет сложно сделать. Мне нужен будет волонтер, который меня будет сопровождать, скажем так, от выезда до получения гражданства. Во-вторых, тогда, скорее всего, это вторая причина. Первая причина, я не хочу ругаться с родителями. Может быть, это прозвучит по-детски, но вопрос весь в том, что если я в другой стране не приживусь, я вынуждена буду вернуться, и что? И я услышу, ну мы знали, что у тебя не выйдет. Я не хочу вернуться с поражением. Ага, ну, тоже обоснованно. Что у вас говорят на тему войны? Ой, к счастью, я давно не смотрю этот телевизор. По знакомым. Нет, знакомые, там, родственники, друзья, близкие. Я невольно бывает там подслушаю то, что там бабушка слушает на радио, или то, что она слушает на телевизоре. Значит, рапортуют, буквально, может, неделю назад рапортовали, к сожалению, невольно подслушала, рапортовали, что там чего-то Россия какой-то там остров захватила, не захватила, я не поняла особо, даже не запоминаю. Змеиный остров они покинули. Они победоносно покинули Змеиный остров. Победоносно отступили, как-то так. Какой-то другой? У нас островов больше нет, Какой-то другой, к я даже сожалению. не запоминала где, потому что это, конечно, вранье. Какой-то, значит, непонятный... Ну это как базу торнадо развалили. Да, они еще разбили батальон торнадо, который упразднен в 2015 году. Это я читала на канале в этом самом, в Телеграме. Да. Смешно. Да, с 15 И грустно, года. и смешно. Да. А как незрячий человек читает? Вот? У меня есть говорящая программа НВДА, которая мне прочитывает текст. Я не вижу фотографий, поэтому с фотографиями я Вы не не работаю. не обращайте внимания, потому что младший бандеровец не знает о том, что телефон может Всё читать. нормально. Он еще в не порядке. Я дорос. подозреваю, Всё что в не я порядке. один. знаешь. Все нормально. Я с фотографиями не работаю. Есть, конечно, специальный робот, этот, как его, Vision Bot, но это, конечно, робот. Он и есть робот, он так, как человек, он не опишет. Ну и фотографии некоторые распознавать лень. Поэтому я больше на всякие там видео с комментариями там, ориентируюсь и так далее. Что Да. еще говорят? Я не знаю, кого у меня родители читают. Рапортовали, что якобы, значит,
как же там мать мне сказала? Подождите секунду. Господи. Торнадовец передал привет Порошенко. Да его так называют торнадовец. Да, Маджахет, он действительно торнадовец, но самого батальона не существует. Это, во-первых. Во-вторых, еще комментарий, почему вы говорите о том, что Западная Украина, Захидная Украина. Ну, Запад Украины. Ну, ребят, ну не придирайтесь вы к словам так уже сильно, да, серьезно. Ну, есть, у Украины тоже есть Запад, Север и Восток, да, и стороны света. То есть тут ничего такого странного нет. Ну, просто люди пишут, да, я хочу комментировать это. Да, извините, перебил. Так, насчет чего? Насчет... Тьфу ты, сбилась с мысли. Что значит рапортовали, значит, что якобы Россия... нет, как там было написано? Луганская Народная Республика освободила Лисичанск. Да, говорит, идут зачистки, но типа освободили. И значит, на это мне говорят, то что, говорит, Украина будет в составе России. А что, не веришь? И я быстренько перевожу тему. Потому что, ну, там, либо про работу, либо про что-нибудь менее ругательное. Ну, понятно. Понятно, все ясно. Понятно. Спасибо вам. Спасибо за то, что написали. Скандалить, что-то там ругаться, меня никто слушать не будет, поэтому... Ну да, так мы же к этому не призываем. Но мы призываем все-таки немножечко вносить какие-то рациональные зерна. Пытаться их хотя бы вносить, как-то немножко бросать, да, они могут прорасти там через время. В любом случае, как, я верю в победу Украины и жду развала России. Да, это хорошо. Мы тут здесь единомышленники с вами, да. Мы поддерживаем ваши желания. Да. Спасибо, всего доброго. Да, спасибо. Да, до свидания. Вот незряча женщина из Росії, мало того, що вивчила українську мову, да? Вона ще й все розуміє, абсолютно все. Ну, как так? Ну вот как? Потому что... Может потому, что она Скобееву не видит, Соловьевым? Но она их и не слушает. Ну, ладно. Да, короче говоря, в России каким-то образом, и это подтверждают наши звонки людям, которые нам пишут и звонят, это подтверждается звонками, что каким-то образом в России какой-то части населения удалось сохранить здравый рассудок. Ну, как? Почему на одних это не работает, на других работает, я не знаю. Тут вспоминаются все время Стругацкие с обитаемым островом и с теми людьми, на которых не действовали вот эти вот локаторы, которые излучали некую информацию, из-за которой всем хотелось вставать и петь гимн. Вот. Но на некоторых это не работало. И вот в России есть такие люди. Володимир, доповідаю вам. 2 години, 2 хвилини мы on air. Да, я вижу. Я предлагаю завязывать, потому что я считаю, вполне содержательный, хороший стрим у нас получился. Это должен был быть первый стрим, к которому я подготовился, у которого все нормально со звуком. Но сначала нас забанили, на основном канале, потом у нас отпал интернет, и потом у нас отпал АБС. Соответственно, стрим у нас получился не такой, как я хотел, а как всегда. Поэтому не надо париться и готовиться. Да, ничего не надо вообще. Ребята, ты вообще ничего не делал. Хочу передать привет и спасибо всем, кто нам помогает. Да, это всех поблагодарить хотел. Надя, админ, которая спасает нам жизнь целодобово. Это ребята из... Она принимает на себя весь тот поток трэша, жести, да, зачастую бессмысленной абсолютной информации, которую на нас пытаются вылить. То есть этот человек взял на себя все контакты и в Телеграме, то есть и на электронной почте dezombization@gmail.com, и в Телеграме линк, на который указан у меня на канале. То есть она это все отвечает и переадресовывает нам только самое основное. Это раз. Второе. Ребятам из Эйра. Они знают, к кому я обращаюсь. Игорь, Юля, Надя. Они сейчас разбираются там с этими страйками. Помогают в оформлении. Сегодня воскресенье. Они сегодня уничтожат. Сегодня-завтра они уничтожат этих бессмысленных и бесполезных орков, которые там на нас нажаловали. Да. Им еще и в обратку прилетит. Целодобово нам тоже помогают. Круглосуточно. Краще. Модератору респект, прям из Критик, мы в следующий раз будем, когда в твоем городе, мы по-любому тебе поставим пиво, и по-любому мы... Да. Это будет, по идее... Девушка, которая ему помогает. Фаина. Тоже помогает в чате. Фаина? Постоянно тоже, да, спасибо большое. Также передаем привет и большое спасибо всем, кто нам помогает. Это сотрудники заведений, там, где мы общаемся с орками. Да. Полиции, всем, кто причастен к этой истории. То есть, чтобы вы понимали, это не кино двух нас. Вот сегодня воскресенье, но с самого утра минимум там 5 человек занимались
чтобы это было, чтобы выходили ежедневные сюжеты, чтобы работали с чтобы у них переводы. были картинки, чтобы работали переводы. Чтобы, да, кстати. это все. Это Надя еще и переводами занимается для вот этого же канала и титрами. Как оказалось, переводами и титрами может заниматься всего лишь один человек, который еще и одновременно почту успевает мониторить. А не вот эта вот группа из 250 человек, которые, кстати, тоже большое спасибо за то, что они сделали определенное количество переводов на основной канал, но потом пошли претензии о том, что что-то надо публиковать так, как они считают нужным, а не так, как мы изначально об этом как бы договорились. Да, В общем, и такая безусловно спасибо всем история. спонсорам, кто поддерживает канал. Если бы стрим был на основном канале, мы бы видели, кто пишет, и мы бы поотвечали обязательно на вопросы. Ну, такая задумка тоже была. Да, но тем не менее, здесь 7000 человек примерно держалось в стриме, и это очень крутой показатель для канала резервного, который фактически создан, да, для того, чтобы можно было вот такие вот перебивки делать. Да, сейчас здесь короткие видео с английскими титрами выходят. Всем, кого мы, да, спонсорам канала, патреонам, огромная благодарность за все. Благодаря вам мы ездим и реализовываем все то, что... Будет на этой неделе очень хороших кстати, несколько видео, очень интересных. Меня спрашивают, а что вас там, кто вас там финансирует? Кто финансирует вас? Ну вот, люди. Вот патреоны, вот спонсоры канала. Люди вот передают оборудование. Ребята, которые студенты, пилят блоги. Еще раз, на основном канале классные видео вышли и выйдут еще под их авторством. Тематические. Да. Поэтому всем причастным спасибо. Кто-то передал оборудование, кто-то еще что-то. Ну, конечно, из таких мега просьб, которые, знаете, не принимайте близко к сердцу, но вдруг кто-то разбирается в том, как купить видеокамеру, да, и без проблем подключить ее непосредственно к ноутбуку или к ПК, для того, чтобы можно было через OBS стримить с камеры, да, и... С зеркалки, уточняю. Да, с зеркалки. Ну, там есть Nikon, там есть Panasonic, разные есть камеры. Но нужен человек, специалист, который может приехать с камерой. Да. За эту камеру мы деньги отдадим. Да. Но чтобы он приехал, поставил на штатив, показал, что он записывает, что подключил и все работает, да? Работает OBS, работает. Вот, да. Если есть кто-то, напишите на почту. Надя обязательно ответит. Там, вот, это не надо, это не подарок, это мы все оплатим. Просто это... У нас реально просто нет времени. У нас просто нет времени для того, чтобы сейчас гуглить эту камеру, потом приезжать ее подключать и день сидеть пытаться разобраться, как же ее там подключить. Да? Все, что нужно, все мы купим. Просто нам нужен человек, который вот в Киеве, даже не нам, а вот к этим студентам приедет в указанное место и поможет им все это подключить. И мы за все за это рассчитаемся вообще без каких-либо вопросов. И еще одно очень важное объявление. Запускается со следующей недели чат-бот. Точнее, он сейчас уже запускается, да? Сейчас он разрабатывается. Сейчас он разрабатывается, и со следующей недели, когда дедлайн? Есть какой-то дедлайн? Если все пойдет хорошо, думаю, там середина недели может. Да, если все пойдет хорошо, середина недели, ну возьмем так, конец недели, да, разрабатывается чат-бот для того, чтобы наши люди могли узнавать о статусе, местонахождения наших военнопленных украинцев, которые попали, к сожалению, в плен в РФ. Нам много писали по этому поводу, мне много писали по этому поводу. Я переадресовывал эти сообщения везде, куда мог, от наших людей. И вот в результате к концу следующей недели уже должен заработать этот чат-бот, где вы сможете находить эту информацию. Это очень важное объявление для всех украинцев. Я думаю, что распространите друг другу, передайте, да, что вот такая вот история будет. Приветы кому-то передаешь? Личные. Всем привет, всем, кто... Я передаю, обещал, всем, кто с нами. Привет Александре, именно Александра, меня сейчас будет уничтожать дома, но я передаю, я обещал. У меня вещественные доказательства есть. Хорошо. Все, всем пакет, ставьте закусенець, як там кажуть. Закусенець?
Ну я не знаю, можливо і закусилися. Так-то лайк, я чув. Не, ну этот же Да, каждый. делитесь видео, еще раз подписывайтесь. Ну, на основной канал, кто не подписан, подпишитесь, потому что мы сейчас там решим все эти вопросы и снова. Там, всё кстати, нормально непонятно, заработает. можно ли завтра публиковать будет ролик. Да, поэтому непонятно, если будет ли завтра видео. Если ролика не будет, то это не по нашей вине. Они Да, все да, есть, да, ну там ютубчик. Ну, что-то. вряд ли кто-то может подумать, что мы вот решили взять и выйти на резервный Подобайка, канал. правильно, в Подобайка, Да, ну, Подобайка, этот ну, же, Подобайка как є его? в Подобайка, он же ж якось закусенці. Дурнев говорит, закусенец. Да, ну, хай буде, хай буде. Смотрите Дурнева, нормальный чувак. Да. Поорете с орков. Вообще, да, смотрите все нормальные каналы и делитесь ими, и всей нормальной информацией. Для того, чтобы люди больше понимали, что вообще происходит. Прочитай, что у тебя написано на футболке, уже 150 человек. Мы объявляем спецоперацию по дезомбизации России, написано на футболке, и как бы да. уже давно это было Да написано. там просто каждый 10-й человек. Да? Да. Что там написано, что там написано. Дурнев, да. Давно уже объявили мы спецоперацию по дезомбизации России и активно работаем. И вот этот вот фидбэк, который идет от России, вот этот отклик, да, что нас все время пытаются забанить, удалить там и так далее, это говорит о том, что все работает. Дима, вчи украинскую, Дима, То есть- побрейся. Я два дела делать не могу, поэтому извините, короче. Все, надо было что-то одно выбирать. Да. Все, Покеда, я завершаю. Все, всем пока, слава Украине. Вначале тут, а потом там. Вначале тут? Да. Точно ты уверен? Точно. Я нажимаю. Нажимай. Нажимаю.